Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом. Сегодня мы хотим рассказать вам 500 малоизвестных фактов обо всем на свете в одном видео. Да, посмотрев это видео, вы узнаете 500 почти неизвестных никому, но действительно интересных фактов на самые разные темы. Не буду вас долго мучить ожиданием, приступим. 1. Вечером 19 декабря 1997 года дважды судимый Сергей Кобяков сел в машину к дипломату Яну Олафу Нюстрему, рядом с посольством Швеции в Москве. Угрожая дипломату пистолетом, Кобяков через его жену озвучил условия освобождения заложника. $3 миллиона и самолет для вылета в неизвестном направлении. Шведа удалось обменять на сотрудника ФСБ Анатолия Савельева. Для снижения агрессии Кобякову передали бутылку коньяка, он его пить не стал, но выпил Савельев. Савельеву скоро стало плохо, у него случился сердечный приступ. В Кобякова выстрелили, он стал стрелять в ответ. Кобякова убили, а Савельева ранили, не исключено, что свои, он позже умер в больнице. Есть версия, что в коньяк для террориста было что-то подмешано. 2. Вундеркинд Брэндон И. Бремер из Небраски в 1,5 года научился читать, в 3 играть на пианино, в 10 лет закончил школу, а в 14 совершил самоубийство. 3. Всего 2% женщин называют себя красивыми. 4. Маяковский однажды подарил Лиле Юрьевне Брик кольцо с ее инициалами Л, Ю, Б. По кругу читалось «люблю». 5. 8 из 10 человек начинают есть мармеладных мишек с головы. 6. Слоган «Let's make America great again» первым в своей предвыборной кампании использовал Рональд Рейган еще в 1980-м. В 1992 его же использовал Билл Клинтон. Смешно, что когда в 2016 этот слоган присвоил себе Трамп, Клинтон углядел в нем расизм. 7. Китайский государственный канал CCTV нашел несколько плюсов смога, от которого страдают жители страны. Смог – повсеместная проблема, то есть он объединяет народ. И бедные, и богатые дышат одним и тем же воздухом. Смог уравнивает классы. Говорить о проблеме смога нельзя без иронии, он развивает чувство юмора. Теперь китайцы знают, что такое ультрадисперсные частицы. Смог делает их умнее. 8. Бывший адвокат ЦРУ Джон Рица выпустил книгу, в которой признает сотрудничество секретной службы и Голливуда. Если верить Рица, представители киностудий и даже звезды часто сами вызываются бесплатно выполнить какую-либо работу в интересах государства. Секретных агентов включают в съемочные группы в других странах, а актеров вербуют для пропаганды проектов ЦРУ или просят выяснить что-то на встречах с политическими лидерами. 9. Медвежонок Паддингтон изначально происходил из Черной Африки, но скоро автору Майклу Бонду указали, что медведи в Африке не водятся. Поэтому Паддингтон из Перу. 10. Группа Айова называется именно так в честь одноименной песни группы Slipknot. 11. В Германии рядом с некоторыми домами для престарелых строят ненастоящие автобусные остановки. Старики часто страдают от склероза и иногда идут на остановку, чтобы уехать домой из незнакомого им места. 12. В декабре 2011 года китайский миллиардер Лун Лиюань отправился на обед с 2 коллегами по бизнесу. Обычно он обедал кошатиной, и этот раз не стал исключением. Исключением можно назвать тот факт, что после этого обеда всем троим стало плохо, а Лиюань вообще умер. К слову, после предыдущих своих обедов он оставался жив. Сначала грешили на неправильно сваренную кошку, но нет, все было как всегда, кошку убили прямо перед приготовлением. Оказалось, Лиюаня отравил один из обедавших с ним коллег. По версии полиции,
В блюдо с тушенным на медленном огне кошачьим мясом отравитель подмешал ядовитое растение гельзимей. 13. У группы Bloodhound Gang есть трек The 10 Coolest Things About New Jersey, 10 самых крутых вещей в Нью-Джерси. Трек состоит из 10 секунд тишины. 14. Когда в 1997 году в одном из округов Аризоны восстановили полосатую тюремную форму, женщины-заключенные умоляли хотя бы сделать полосы на их форме вертикальными, чтобы не выглядеть толстыми. Им отказали. И, кстати, правильно сделали. Вопреки расхожему мнению, эксперименты доказывают, что делает визуально стройнее одежда в горизонтальную, а не вертикальную полоску. 15. Ночью 13 декабря 1974 года океанограф Станислав Курилов спрыгнул с борта советского круизного лайнера, шедшего из Владивостока, и за 2 суток без еды и сна проплыл 100 километров до Филиппин. Он давно хотел бежать из СССР, но ему не давали разрешения на зарубежные поездки, потому что его сестра была замужем за иностранцем. Совершив свой побег, Курилов некоторое время работал в канадской пиццерии, но потом снова занялся океанографией. Утонул в Израиле в 1998. 16. 007. «Спектр» в первом сценарии начинался со сцены рестлинга, но правительство Мексики предложило студии начать фильм с празднования Мексиканского дня мертвых и взять на небольшую роль мексиканскую актрису, и все это за пару десятков миллионов долларов. Студия отрицает факт получения денег, однако все условия мексиканцев были выполнены. 17. Штат Мэн славится своими морепродуктами. Но было время, когда омары и моллюски считались там едой для нищих. Люди даже не выкидывали остатки, а закапывали на заднем дворе, чтобы никто не узнал, что они ели омаров. 18. Когда в следующий раз ударитесь мизинцем ноги о косяк, или как-то по-другому ударитесь, неважно, материтесь. Психологи из журнала Neuro Report в 2009 году провели исследование, доказывающее, что нецензурная брань помогает пережить боль. 19. Самое безопасное место в салоне самолета в случае авиакатастрофы в задней части салона, как можно дальше за крыльями. Если вы сидите там, то ваша вероятность выжить в авиакатастрофе 69%. Если спереди, только 49%. 20. В 1939 году началась Советско-финская война. На ранней фазе конфликта Молотов говорил, что советские самолеты сбрасывают голодающим финнам корзины с хлебом, на самом деле сбрасывали, конечно, бомбы. Финны упорно сражались, а чуть ли не главным их оружием стала бутылка с зажигательной смесью, их в огромных количествах производили на водочных заводах. Финны шутили, что это коктейль, которым они готовы угостить Молотова в ответ на его хлеб. Но предлог из коктейля для Молотова скоро исчез. 21. Только что купленная электронная книга Kindle на 1 миллиардной доли грамма легче, чем Kindle, забитый под завязку. 22. Организация под названием «За этичное обращение с животными» заявляет, что коровы страдают от унижения, когда над ними смеются. 23. Когда Eagles записывали альбом Hotel California, в соседней студии репетировали Black Sabbath и делали это так громко, что музыканты Eagles не могли нормально работать. Но Eagles отплатили Black Sabbath позже. Бас-гитарист Black Sabbath Гизер Батлер рассказывает, что однажды они пришли записываться в студию после Eagles, и первым делом им пришлось чистить микшерный пульт от кокаина. 24. Географ Джордж Эверест, в честь которого названа высочайшая мировая вершина, произносил свою фамилию как Эверест. Соответственно, гору следует называть так же. 25. Только в 2015 году численность населения Лондона сравнялась с той, какая была до Второй мировой войны, а численность населения Ирландии сегодня почти в 2 раза меньше, чем до ирландского картофельного голода он случился более 150 лет назад. 26.
В 2014-м 26-летняя ирландка попробовала устроиться на работу учительницей в Южной Корее. Ей отказали по причине склонности ирландцев к алкоголизму. 27. Фразу «In God we trust» «Мы верим в Бога» поместили на купюры в США во время Холодной войны. Таким образом, американцы противопоставляли свои убеждения коммунистическим. 28. Чарльз Дарвин, учась в Кембридже, стал членом клуба «Обжор». Члены клуба собирались раз в неделю и ели животных, которых не включают в обычные ресторанные меню. Дарвину нравился вкус выпи и ястреба, но совсем не понравилась сова. Уже позже он ел броненосца, на вкус как утка, пуму, игуаны слоновых черепах. 29. В 2008 году 58% британских подростков заявили в опросе, что Шерлок Холмс существовал на самом деле. Еще 20% сказали, что Уинстон Черчилль выдуманный персонаж. 30. Ресторанами раньше называли не заведения, а мясные супы, восстанавливающие силу от французского слова «restorer» – восстанавливать до исходного состояния. 31. Французский мыслитель Жан-Жак Руссо отдал всех своих 5 детей в приют, чтобы они не мешали ему работать. 32. Только 58% американцев моют руки после посещения общественного туалета, а 8% наоборот настолько брезгливы, что даже на слив нажимают ногой. 33. Когда Цельсий придумал свою шкалу температур, вода у него замерзала при 100 градусах, а кипеть начинала при 0. Это поменяли уже после его смерти. 34. Последние слова Тургенева «Прощайте, мои милые, мои белесоватые». Толстого не понимаю. Люмьера моя пленка кончается. Мандельштам перед смертью сказал сиделке: «Да ты не бойся». Генрих Ибсен, пролежав несколько лет в параличе, привстал, сказал напротив и умер. Последние слова Эйнштейна остались неизвестны, потому что его сиделка не понимала по-немецки. 35. Когда Coca-Cola стала писать имена на своих этикетках, ее продажи увеличились на 2%. Это был первый год за последние 10 лет, когда продажи колы в США выросли, а не упали. 36. Советский поэт и критик Иван Аксенов однажды был в гостях у Пабло Пикассо и сказал тому: «Что же вы меня не спрашиваете о белых медведях? Вы ведь полагаете, что они у нас по улицам бегают?» Пикассо ответил: «Нет, не полагаю, тогда бы их шкуры дешевле стоили. А то я хотел подарить одной даме, но цена не подступишься. А волки-то хоть бегают?» 37. Правительство Бангкока попросило креативную группу CJ Works придумать, как им уменьшить популярность наркомании среди местных подростков. CJ Works сделали необычные футбольные поля маленькие, неровные, иногда чуть ли не треугольной формы, зато почти в каждом дворе растут будущие Марадоны. 38. Если верить исследованию, проведенному сексологами из Кентуккийского университета, идеальная продолжительность полового акта, по мнению женщин, от 15 до 20 минут. Меньше или больше уже хуже. 39. В 2016 году в таблицу Менделеева были добавлены 4 новых элемента, но только недавно им придумали названия. Это Московий в честь Москвы, Теннессин в честь штата Теннесси, Оганесон в честь ученого Юрия Оганесяна и Нихоний, как ни странно, в честь Японии. 40. В фильме «Славные парни» главные герои ищут важного для них свидетеля, но находят его уже мертвым. Труп свидетеля с простреленной головой показывают пару секунд. Его сыграл Роберт Дауни-младший. 41. В годы чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу результаты экзаменов в средней школе у мальчиков падают почти на полбалла. 42. Луи Шевроле, основатель Шевроле, умер в бедности, работая механиком на собственную в прошлом компанию. 43. 100 грамм среднего попкорна из кинотеатра дороже 100 грамм среднего стейка из вырезки.
Цена попкорна обычно на 1200% выше стоимости его производства. 44. Рембрандт написал более 80 автопортретов. 45. Более трети мужчин на сайтах знакомств уже женаты, и более трети канадских семейных пар спят в разных комнатах. 46. Над Илоном Маском часто издевались в школе. Однажды он попал в больницу после того, как школьные хулиганы столкнули его с лестницы, а потом пинали, пока он не потерял сознание. А в студенчестве Маск был более популярен и вел себя как персонажи дурацкой комедии «Соседи», снимал дом, устраивал в нем вечеринки и брал деньги за вход. Этими же деньгами потом платил за дом. 47. В этом году рынок легальной марихуаны в США превысил размер российской книжной индустрии в 6,5 раз. 48. В книге и фильме «Жизнь Пи тигра» зовут Ричард Паркер, так звали охотника, продавшего тигренка зоопарку, но имена хозяина и зверя перепутали. Это вовсе не случайное имя. Эдгар Аллан По однажды написал рассказ о группе людей, потерпевших кораблекрушение. Они живут на необитаемом острове, решают бросить жребий и съесть проигравшего. Проигрывает персонаж по имени Ричард Паркер. Но и это еще не все. Через 50 лет после рассказа Эдгара Аллана По британский корабль попал в шторм, выжившие оказались на необитаемом острове, бросили жребий и съели проигравшего Ричарда Паркера. 49. Есть несколько версий происхождения выражения «большая шишка». Во-первых, шишкой называли бурлака, идущего в лямки первым, он обычно был самым сильным и опытным. Во-вторых, большие шишки обычно растут на верхушке хвойного дерева. Чем выше, тем шишка больше. 50. В 2008 году мужчина из Нью-Мексико попытался выдать свое самоубийство за убийство и перед выстрелом привязал пистолет к нескольким гелиевым шарам. Его раскусили, потому что кто-то из следователей видел такой же метод в одной из серий CSI «Место преступления». 51. Компания Fiji Water однажды проводила рекламную кампанию со слоганом «Мы называемся Фиджи, потому что берем воду в Фиджи, а не в каком-нибудь Кливленде». Жителей Кливленда это так задело, что они сравнили свою воду из крана с бутылочной водой Fiji Water. Кливлендская оказалась чище. А еще 53% населения Фиджи не имеют доступа к чистой воде, несмотря на то, что вода является основным объектом экспорта страны. 52. Актриса Эван Рэйчел Вуд, которая играет Долорес в «Мире Дикого Запада», в разводе с актером Джейми Беллом, снимался в фильмах «Билли Эллиот», «Нимфоманка», «Фантастическая четверка». В 2011 году Вуд заявила о своей бисексуальности, а совсем недавно о том, что была изнасилована не Беллом, и этот опыт помогает ей играть Долорес. 53. Фета – старейший из известных сыров. Он упоминается еще в «Одиссее», а это около 8 века до нашей эры. 54. Сайт Information is Beautiful проверил несколько оскароносных фильмов последних лет на историческую достоверность. Если нам в фильме ни разу не врали и не демонстрировали непроверенные факты, такой фильм получал 100%. Если там это делали, получал минус. Единственным фильмом со 100% оказался так и не вышедший в наш прокат байопик Мартина Лютера Кинга «Сельма». 91% набрала «Игра на понижение», «Шпионский мост» 89%. Худшие результаты у Далласского клуба покупателей 61%, «Снайпера» 57% и «Игры в имитацию» 41%. 55. До 2008 года на Кубе нельзя было купить компьютер для личного пользования. 56. Грыжа не может появиться, когда вы будете поднимать что-то тяжелое. Грыжа – это состояние, при котором какой-либо орган или его часть прорываются сквозь часть тела, в которой он находиться никак не должен. Чаще всего термин «грыжа» используют применительно к ткани, выпирающей в брюшной полости. Поднятие тяжестей никогда к такому не приведет, хотя и может проявить имеющуюся, но незамеченную пока грыжу.
57. Когда Казимиру Малевичу было 13 лет, он написал в школьном сочинении: «Мой папа работает управляющим на сахарном заводе. Весь день он слушает, как рабочие матерятся. Поэтому, вернувшись домой, часто матерится на маму. Когда я вырасту, то стану художником. Не надо материться с рабочими, не надо таскать тяжести, хорошая картина стоит много денег, а нарисовать ее можно всего за один день». 58. Каждый четвертый мужчина выключает свет, когда занимается сексом. 59. В эпоху Возрождения большое количество картин заказывала католическая церковь. Чтобы интерес был не только у взрослых, церковь рекомендовала художникам изображать внизу картины то, что интересно и детям. Так на многих картинах того времени появились собаки. 60. Соль-ре-соль – международный искусственный язык, основанный на названиях 7 нот. В языке всего 2800 слов. Например, «Я тебя люблю» на этом языке до-ре-ми-ля-си-до-ми, а «утро ля-ля-фа». Напомню, Анжелика Варум поет «ля-ля-фа» эти ноты. «Ля-ля-фа» одиноки. Нам уже ничего не успеть. 61. В английском этимологическом словаре пишут, что во время Первой мировой нецензурная брань стала настолько привычна солдатам, что внимание бы скорее обратили на ее отсутствие. «Берите свои гребаные ружья». «Get your fucking rifles» звучала рутина, а «берите ружья» означало, что предстоит что-то серьезное. 62. В 1950-е киностудия MGM на некоторое время запретила показывать в своих фильмах телевизоры. Тогда думали, что телевидение убьет кинотеатры. 63. Руаль Амундсен в путешествии к Южному полюсу и обратно съел своих лаек. 64. Мужчины, изменяющие женам, с большей вероятностью могут умереть во время секса. А вероятность умереть, поступив в больницу на выходных, на 40% выше, чем если лечь туда в будни. 65. Брат Мэтью МакКонахи Рустер назвал сына Миллер Лайт и ежегодно получает за это запас пива на 365 дней вперед. 66. Доктор Роберт Дарвин писал сыну Чарльзу, который забивал на изучение богословия: «Тебе ни до чего нет дела, кроме стрельбы, собак и ловли крыс, ты опозоришь и себя, и семью». 67. В XVI веке Папа Римский по просьбе венесуэльских и колумбийских католиков перевел капибару из грызуна в рыбу, чтобы они могли есть ее во время поста. 68. В 1900 году Олимпийские игры в Париже включали соревнования в стрельбе по живым голубям, боулинг на траве, гонки на воздушных шарах и прыжки на лошади в высоту. 69. Скорость интернета НАСА может достигать 91 гигабайта в секунду. 70. Шампанское придумали не французы, а англичане. Еще в XVI веке, пока венесуэльцы и колумбийцы ели капибар в пост, англичане импортировали из провинции Шампань плоское вино, так называют вино с дефектами аромата и слабой кислотностью, и добавляли в него сахар и патоку, чтобы оно забродило. Чуть позже англичане придумали крепкие стеклянные бутылки и пробки для сдерживания пресса, а потом и первыми описали метод, который сейчас называют message champagnes – шампанизация. 71. И гильотину, кстати, тоже изобрели в Англии, не во Франции. 72. Джимми Картер, будучи президентом США, однажды отправил в химчистку свой пиджак, забыв в кармане шпаргалку с кодами запуска ядерного оружия. 73. В английском языке есть слово, которое кардинально меняет свое значение в зависимости от того, строчная его первая буква или прописная. Это слово «полиш». Полиш с прописной буквы «польский», а полиш со строчной буквы «полировать». 74. В 2012 году на Евровидении от Великобритании участвовал 76-летний Ингельберт Хампердинг. Он был старше не только всех остальных конкурсантов, но и старше 20 стран-участниц. 75.
Биолог Дмитрий Жуков в книге «Стой! Кто ведет?» пишет: Конрад Лоренц советовал стрелять из рогатки в собаку, срывающуюся с поводка, но не наказывать ее, когда она, набегавшись, вернется к хозяину. В таком случае условным стимулом, сочетающимся с наказанием, окажется возвращение к хозяину. Поэтому же женам рекомендуется делать выговор загулявшим детям и мужьям не сразу после их возвращения домой, а после того, как они выспятся. Иначе условным стимулом, связанным с неприятными ощущениями, станет само возвращение домой. 76. Существует написанная учеником Леонардо да Винчи версия Моны Лизы, на которой заглавная героиня изображена обнаженной. 77. В психологии есть эффект ложного согласия, склонность проецировать свой способ мышления на других людей. Ему противопоставлен феномен множественного невежества, склонность принимать чужое мышление, являющееся нормой, несмотря на несогласие с ним. Например, эффект ложного согласия: вы любите пить и напиваетесь на тусовке. Если больше там никто не пьет и все говорят, что не хотят, вам кажется, что все врут. Феномен множественного невежества: вы не любите пить, но напиваетесь на тусовке, потому что там напиваются все. При этом возможно, что остальные тоже не любят пить, но мыслят как вы. 78. Гитарист Металлика Кирк Хэммит потерял телефон, на котором было около 250 рифов для будущих песен. Восстановить их он не смог, поэтому на новом альбоме группы Хэммит ни разу не указан в числе авторов. 79. Если верить исследованию Калифорнийского университета 2009 года, средний американец потребляет в день около 34 гигабайт информации. Это около 100 тысяч слов ежедневно, большая часть из интернета, радио и телевизора. В «Войне и мире» Толстого около 460 тысяч слов. При этом количество потребляемой информации ежегодно увеличивается примерно на 6%. 80. В XIX веке рост лакея влиял на его зарплату. Чем он выше, тем больше зарплата. Лакей ростом около 1,70 м получал в 2 раза больше, чем лакей в 1,60 м. 81. В 1871 году итальянец Антонио Миучи подает предварительную заявку на изобретение телефона. В том же году он получает сильный ожог и теряет работу. В 1874 у него не находится даже $10, чтобы продлить заявку на изобретение. Он отправляет эскизы и рабочие модели своего телефона в лабораторию Western Union, может, там его оценят и дадут ему денег. Но чудо не случается. Больше того, все эскизы и модели Миучи оказываются утеряны. Спустя 2 года Александр Белл, который в 1874 работал в той самой лаборатории, куда Миучи отправил свои работы, получает патент на телефон. 82. Джеймса Бонда сначала хотели назвать Джеймс Секретен, а главную героиню «Завтрака у Тиффани» не Холли Голайтли, а Кони Густавсон. 83. Короткая память золотых рыбок — миф. Есть исследования, подтверждающие, что продолжительность их памяти вовсе не 3 секунды, а как минимум 3 месяца. 84. Альберт Эйнштейн, Сергей Рахманинов, Чарльз Дарвин, Герберт Уэллс и Эдгар Аллан побыли женаты на своих двоюродных сестрах. 85. Самое продолжительное похмелье, описанное в медицинской литературе, случилось с 37-летним мужчиной из Глазго и длилось 4 недели. 86. До революции 1789 года в Париже было меньше 50 ресторанов. К 1814 их стало больше 3000. 87. Английский футболист Ли Тот однажды был удален с поля на 2-й секунде матча. Он получил красную карточку за то, что отреагировал на свисток арбитра о начале матча фразой «блин» очень громко. 88. У НАСА есть 2 спутника, предназначенные для изучения земной гравитации.
Они летают вокруг Земли на высоте около 450 километров, и один как бы догоняет другого. Если бы наша планета была идеальным шаром, то и гравитационное поле было бы равномерным, и интервал между спутниками сохранялся. Один спутник называется Том, а второй Джерри. 89. В 1998 году более 10 тысяч американок застраховались от непорочного зачатия в ночь на новое тысячелетие. 90. Фильм «Париж», Техас Вима Вендерса оказал большое влияние на музыку. Во-первых, в честь него названы группы Техас и Травис, в фильме так зовут главного героя. Во-вторых, он вдохновил U2 на написание чуть ли не лучшего их альбома The Joshua Tree. В-третьих, это любимый фильм Курта Кобейна. 91. Хамелеоны не меняют цвет в зависимости от окружающего фона. Окрас хамелеона зависит только от его эмоционального состояния, и если цвет вдруг совпадет с фоном, это именно совпадение, не более. 92. Белые капельки крема на пирожном картошка символизируют ростки. 93. У бедуинов было такое свадебное блюдо, целиком зажаренный верблюд, внутри которого жареный баран, внутри которого вареные курицы, внутри которых рыба, внутри которой яйца. Вкуснятина. 94. Первая однополая свадьба в тюрьме Великобритании состоялась между двумя мужчинами, сидевшими по обвинению в убийствах на почве гомофобии. 95. Всю жизнь рядом с Ахматовой существовало тайное общество, сохранявшее ее жизнь. Из 53 его членов не все друг друга знали. Общество посылало ей хлебные карточки, в 1947 году обеспечивало ей врачей. Основатель общества поговорил с Ахматовой всего один раз за 3 дня до ее смерти. 96. Слово «gasoline» – бензин по-английски – происходит не от слова «gas», а от слова «gasoline» в честь Джона Кэссела, первым наладившего сбыт этого продукта. 97. В мае 1935 в Ленинграде скончался Казимир Малевич. По завещанию, после смерти тело Малевича поместили в супрематический гроб в виде креста с раскинутыми руками. Похоронили его в Москве, установив на могиле куб с черным квадратом. 98. Котлета в первоначальном значении – приготовленный кусок мяса на кости. Даже само слово происходит от французского «котел» – ребристый. 99. В племени Тидонг в Малайзии молодожены обязаны провести вместе 3 дня и 3 ночи в своем доме, и при этом ни в коем случае не должны ходить в туалет. 100. Испанский грипп, также известный как испанка, самая массовая пандемия гриппа за всю историю. От испанки погибли от 50 до 100 миллионов человек. Согласно одной из версий ее появления, первый случай заболевания был зарегистрирован вовсе не в Испании, а с Испанией болезнь связывают только потому, что возникла она в Первую мировую. Военная цензура борющихся сторон не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии, и первые известия о ней появились в печати в нейтральной Испании. 101. В 2006 году у человека по имени Рональд Мэн случился инфаркт, когда он был за рулем. Когда его машина врезалась в другую, удар подействовал на Мэна как дефибриллятор и перезапустил ему сердце. 102. Американский комик Граучи Маркс однажды пошел на сеанс к медиуму. Когда та вошла в транс и предложила задать ей любой вопрос, Маркс попросил назвать столицу Северной Дакоты. Медиум не ответила. 103. С каждым ударом сердца фертильного мужчины в его организме производится 1500 новых сперматозоидов. 104. Один сперматозоид содержит 37,5 мегабайт информации ДНК. Одна эякуляция равна передаче информации объемом 15875 гигабайт, это совокупная емкость 62 MacBook Pro. 105. Японцы считают, что душа находится в животе, поэтому, признаваясь в любви, прикладывают ладонь не к сердцу, а к желудку.
По той же причине они делают харакири, выпускают душу на волю. 106. В 1986 медсестра Сандра Кларк оставила тяжело больного пациента, который просил посидеть с ним еще, потому что у него плохое предчувствие. Вернувшись, Сандра нашла его мертвым. В 2001 году эта история легла в основу социальной программы «Никто не умирает в одиночестве». Участвующие в ней волонтеры по всему миру приходят к тем тяжело больным, у которых никого нет. 107. Джордж Буш-младший однажды назвал любимой книгой своего детства «Очень голодную гусеницу» Эрика Карла. Эта книга вышла, когда Бушу было 23 года. 108. Кнопка Google «Мне повезет» стоит компании $110 миллионов в год упущенной выгоды от рекламы. 109. Меньше 10% всех вин становится лучше после года хранения. И только 1% становится лучше после от 5 до 10 лет хранения. 110. Дорогой Джон — устойчивое выражение в английском, означающее письмо подруги или жены с сообщением о разрыве отношений с парнем или мужем. Такое письмо чаще всего пишется при невозможности или нежелании сказать человеку об этом в лицо. Точное происхождение фразы неизвестно, но считается, что она стала популярна во время Второй мировой. 111. Язык тигра настолько шершавый, что если тигр лизнет вам руку, у вас пойдет кровь. 112. В июне 1985-го пьяный студент взял в заложники пассажиров самолета в небе над Норвегией и потребовал разговора с премьер-министром. Позже он сдался, согласившись обменять свой пистолет на пиво. 113. В мире еще живы киты, родившиеся до того, как в 1851 году был написан «Моби Дик». 114. Тутанхамон умер в 19 лет, предположительно из-за перелома ноги. 115. Джордж Мартин после избрания Трампа президентом написал в свой блог «Зима близко. Я предупреждал». 116. Жители Северной Америки составляют менее 1/16 от народонаселения планеты, но более трети его массы. 117. Если у вас MacBook, а вас бесит, что при копировании текста, например, в заметке или Word, тот остается в своем изначальном стиле, вот как это можно исправить. Заходите в системные настройки, клавиатура, сочетание клавиш. Там в самом низу сочетание клавиш программ. Нажимаете на плюсик. В появившемся окне названия меню пишите «Вставить» и «Согласовать стиль», а в сочетание клавиш нажимаете команд плюс V. 118. Во вселенной Марвел единственное счастливое будущее из возможных то, в котором абсолютную власть над миром получает Доктор Дум, злодей из фантастической четверки. 119. В японском языке есть слово «киньитайму», означающее время после оргазма, когда мозг мужчины не затуманен его сексуальными желаниями, и поэтому только тогда он способен мыслить как настоящий мудрец. 120. Актер Джеймс Дин погиб в автокатастрофе в 1955-м, а последним его появлением на экране стала реклама безопасности на дорогах. 121. С конца XVIII века и до середины XIX века общество не поощряло чтение романов женщинами. Считалось, что женщины не способны отличить вымысел от реальности, поэтому верят всему, что написано в книгах. 122. Американский научный журнал Popular Science в ноябре 2005-го опубликовал традиционный рейтинг худших профессий в сфере науки. Третье место заняла должность учителя биологии в штате Канзас. В этом штате сторонникам Дарвина упорно противостоят религиозные фундаменталисты. 123. На Бали, где практически не существует правил дорожного движения, водители, проезжающие перекресток прямо, часто мигают аварийкой. Таким образом они показывают, что не забыли включить поворотник и действительно едут прямо. 124. Ганди спал голым со своей внучатой племянницей
и еще несколькими молодыми девушками, чтобы проверить свою способность воздерживаться от половых контактов во время обета целомудрия. 125. Если броненосцу подуть в попу, он подпрыгнет почти на метр. А если надувать ежа, он может лопнуть как воздушный шарик. 126. В психологии существует эффект знакомства с объектом, тенденция людей выражать необоснованную симпатию к некому объекту только потому, что они с ним знакомы. 127. Гай Фокс, которого вы наверняка знаете, если не по истории Англии, то по фильму «Ви, значит Вендетта» или знаменитой «Маски», не был казнен. Он спрыгнул с эшафота прямо перед казнью и сломал себе шею. 128. Дети зевают, сглатывают, потягиваются и икают еще в утробе матери. 129. Иранский священнослужитель Хаджатолеслам Казим Сидиги заявил, что землетрясения случаются потому, что женщины Ирана все чаще отклоняются от установленных норм в одежде и поведении. Американская студентка Дженнифер Макрейт предложила проверить слова священника на практике и организовала флешмоб под названием «Сиськотрясение», в рамках которого около 200 тысяч женщин по всему миру надели на работу и учебу свои самые откровенные наряды. По статистике в мире ежедневно происходит до 150 землетрясений, но в этот день их было зарегистрировано только 47. 130. Человеческая печень может отрасти заново, даже если удалить 75 ее процентов. 131. Во время и после Великой Отечественной войны инвалиды, прося подаяния, часто пели песни от лица обездоленных детей Льва Толстого. Например, однажды покойная мама К. нему в сеновал забрела. Случилась ужасная драма, и «мама меня родила». В деревне той, Ясной Поляне, теперь никого, ничего, подайте ж, подайте, славяне, я сын незаконный его. 132. Турецкая раскладка клавиатуры была придумана на основании не только того, как часто употребляют те или иные буквы в языке, но и на основании анатомических исследований мышц пальцев. Благодаря этому турецкая клавиатура, пожалуй, самая удобная клавиатура в мире. Турки 14 раз побили мировой рекорд по скорости печати. 133. Педро Ласкуарен, президент Мексики, известный как самый недолго правивший президент в мировой истории. 18 февраля 1913 года президент Мексики Франсиско Мадеро был убит, а вице-президент и генеральный прокурор смещены со своих должностей. Согласно Конституции, временным президентом назначался министр иностранных дел, а это был Ласкуарен. Он пробыл президентом меньше часа, по разным источникам от 15 до 55 минут, а затем подал в отставку. 134. На Среднем Западе США популярен салат из сникерса, блюдо, приготовленное из измельченных яблок, батончиков сникерс и взбитых сливок. Рецепт иногда даже включают в церковные кулинарные книги. 135. Под Антарктидой расположено 300 озер, которые не замерзают благодаря теплу ядра Земли. 136. На вопрос священника «Прощаете ли вы ваших врагов?», умирающий генерал-губернатор Филиппин и Кубы Рамон Бланко и Иренас ответил: «У меня нет никаких врагов. Я их всех расстрелял». 137. На пятом ходе шахматной партии на доске появляется 318 миллиардов 979 миллионов 564 тысячи вариантов положений. 138. Хоть и кутюр по-французски значит «высокая мода». Несмотря на это, многие воспринимают слово «хоти» как русский предлог от. На Украине даже говорят «вид кутюр», а «вид» — это от по-украински. Эта ошибка интересна тем, что выражение явно заимствовано не из французского, а из русского, но при этом заметна попытка от русского варианта отойти. 139. В 2009 в Великобритании производители уменьшили массу батончиков Сникерс и Марс на 7%, цену оставив прежней. Объяснили это заботой о здоровье граждан, чтобы те не переедали. 140.
В 1987 году фильм «Супермен 4» с треском провалился в прокате. Его провал сказался даже на продажах комиксов, и чтобы их увеличить, DC убила своего главного героя в комиксе «Супермен мертв». Спустя 10 лет Тим Бёртон захотел снять новый фильм о Супермене. Чтобы у зрителей не возникло сомнений, фильм назвали «Супермен жив». Но потом в прокате провалился «Бэтмен и Робин», и студия в страхе закрыла проект «Супермен жив» после года работы. О процессе подготовки к съемкам сняли документалку под названием «Смерть Супермен жив». 141. Если прокопать тоннель сквозь землю и прыгнуть в него, с другой стороны вылетишь через 42 минуты и 12 секунд. 142. Обезглавленный плоский червь отращивает себе новый мозг, укомплектованный всеми старыми воспоминаниями. 143. В большинстве советских изданий старика Хоттабыча автором значится Л. Лагин. Полное имя Лагина – Лазарь, перестали печатать после первого же издания. 144. Французская компания Бич сменила название на Биг, чтобы англоговорящие перестали произносить это слово как бич. 145. В 70-е годы 20 века в США трое ку-клукс-клановцев, один из которых был информатором ФБР, заставили чернокожего мужчину спрыгнуть с моста в реку с высоты в 45 метров. Мужчина погиб, но суд оправдал ку-клукс-клановцев с формулировкой «прыжок с моста» не обязательно привел бы к смерти. 146. Первый президент США Джордж Вашингтон занимал деньги, чтобы съездить в Вашингтон на собственную инаугурацию. 147. При Сталине процедура развода в СССР была довольно сложной. Одним из обязательных условий была дорогостоящая газетная публикация, стандартное объявление о начале бракоразводного процесса. Это правило отменили только в 60-е годы. 148. Татищев в письме Тредиаковскому рассказывал о генерале Луке Чирикове, который очень любил иностранные слова. Во время Прудского похода 1711 года Чириков написал приказ в 5 утра собраться фуражиром. Первым марширует полковник Сбидикен, Бедекен — это конвой по-немецки. Но в полку непонятное слово восприняли как имя собственное, стали ждать полковника Себедекина. Прождали целый день. 149. В 70-е годы KFC провели успешную рекламную кампанию в Японии, убедив японцев, что жареная курица из их ресторанов – лучший вариант рождественского блюда. Это стало традицией, и теперь японцы бронируют места в KFC за 2 месяца до Рождества. 150. В 1997 году в Либерии проходили президентские выборы. Кампания главного кандидата Чарльза Тейлора шла с лозунгом «Тейлор убил моего отца, убил мою мать, но все равно я проголосую за него». И 75% либерийцев так и сделали. 151. Названия песен Хава Нагила и Гаудиамус означают «давайте радоваться». 152. Американский комедийный актер Билл Хейдер, вы могли видеть его, например, в «Девушке без комплексов» с Эми Шумер, ну или в Saturday Night Live, учась в колледже, работал в кинотеатре. Его уволили за то, что он спойлерил фильмы нагрубившим ему зрителям. 153. В Мексике всего один оружейный магазин, а 90% оружия доставляется в страну из США. 154. Гилберт Честертон так описывал судьбу любой империи. Победа над варварами. Эксплуатация варваров. Союз с варварами. Победа варваров. 155. Сушилки для рук гораздо хуже салфеток или бумажных полотенец, потому что разносят бактерии с рук по всему помещению. 156. Инки отмеряли время по тому, сколько нужно, чтобы сварить картофелину. 157. Лингвистка Татьяна Николаева отмечала особую манеру русских людей отвечать на вопросы. Допустим, человек идет в гости в дом, где раньше не был. Дорогу ему объяснили, в качестве ориентира указав булочную. «Скажите, пожалуйста, где здесь булочная?»
— спрашивает он у прохожего. «Нет, она уже закрыта», — отвечает тот и идет дальше. 158. В 1902 году на острове Мартиника в Карибском море произошло извержение вулкана. Погибли 35 тысяч человек, практически все население острова. А выжил только один некий Ладжер Сильбарис, накануне устроивший драку в баре и во время извержения, сидевший в тюрьме в камере с толстыми стенами. 159. Выражение «в интересном положении» раньше означало не беременность, а богатство, положение прибыльное. Это значение было заимствовано у французского прилагательного «faire intéressant» – «выгодное дело». В русском же это значение сохранилось, например, во фразе «это не в моих интересах». 160. Тест Бекдел – простейшая проверка художественного произведения на гендерную предвзятость. Чтобы пройти тест, фильм должен удовлетворять 3 критериям. 1. В фильме есть хотя бы 2 женщины. 2. Которые говорят друг с другом. 3. О чем-либо, кроме мужчин. 161. В 1811 году почти четверть британских женщин носили имя Мэри. 162. Когда в Норвегии запретили прокат фильма «Житие Брайана», в Швеции его рекламным слоганом сделали фразу «фильм» настолько смешной, что запрещен в Норвегии. 163. В начале 70-х Адриано Челентано выпустил сингл «Присенкалиненсиненсиусал», написанный на выдуманном языке, фонетически похожем на английский. Сингл стал хитом в Италии. 164. Если верить газете «Советская Россия», в 1979 году одержимая шизофренией бабушка по фамилии Раскольникова зарубила топором проживавшего у нее студента-квартиросъемщика. 165. В 1801 году испанский 32-пушечный фрегат повстречался с небольшим британским 14-пушечным шлюпом под командованием Томаса Кокрейна. Испанцы в 7 раз превышали британцев по огневой мощи и в 6 раз по экипажу. Но британцы напали на испанский фрегат и пошли на абордаж всей командой, оставив на борту только судового врача. Решающим моментом боя был блефовый выкрик английского капитана прислать на подмогу еще одну абордажную команду. В бою англичане потеряли 3 человек, испанцы 14. Остальные сдались в плен. Когда испанцы поняли, какой маленькой команде они проиграли, помощник капитана попросил у Томаса Кокрейна выдать ему сертификат о том, что испанцы сделали все для защиты своего корабля. Кокрейн выдал ему сертификат с надписью «Вели себя как настоящие испанцы». 166. Вокалист Iron Maiden Брюс Диккинсон работает пилотом гражданской авиации. В одном из интервью на вопрос о том, как ему удается совмещать профессии музыканта и пилота, Диккинсон ответил: «Я летчик на полную ставку, а своими делами занимаюсь во время отпуска и по выходным. Записывать новый альбом Iron Maiden – не самый плохой вариант проведения отпуска. Вот ты, например, как провел свой отпуск. А я записывал альбом с Iron Maiden». 167. Существует так называемая черная оптимизация, Black SEO, методы, противоречащие правилам поисковых систем. Например, когда взламывают сайты или создают страницы специально для роботов поисковых систем. Так вот, некоторые компании покупают черную оптимизацию для своих конкурентов. Когда поисковая система видит черную оптимизацию, она наказывает компанию, ее использующую. 168. В 1970-х годах в Пизе объявили конкурс на проект спасения Пизанской башни. Все проекты, по замыслу организаторов, должны были преследовать 2 цели. Первая, чтобы башня не упала. Вторая, чтобы башня оставалась падающей. 169. Клем Сон был известен в первой половине 20 века как Человек-птица. Он изобрел один из первых вингсьютов. Выпрыгивал из самолета на высоте 6 километров и после парения раскрывал парашют у самой земли. Перед последним выступлением в своей жизни он сказал корреспонденту: «Я чувствую себя в такой же безопасности, как вы на кухне своей бабушки».
Толпа в 100 тысяч человек наблюдала, как Клем отчаянно пытался раскрыть парашют, не открылись ни основной, ни запасной. 170. Слоны – отличные пловцы. Могут долго плавать под водой, оставляя над ней только хобот. Могут плыть 6 часов без остановки, а потом отдыхать, держась на поверхности. Рекордная дистанция, которую проплыл слон, 48 километров. 171. Со времен Фолклендской войны больше ее ветеранов покончило с собой, чем было убито во время самой войны. 172. В XIX веке и в начале XX века удаление всех зубов и замена их на вставные было популярным подарком на 21-летие. 173. Сия выпустила альбом This Is Acting, большую часть песен на котором она писала для других исполнительниц, но те от них отказались. 174. Обычная микроволновка расходует больше электричества, поддерживая работу электронных часов в режиме ожидания, чем разогревая пищу. 175. Художника Ивана Константиновича Айвазовского на самом деле звали Аванис Айвазян. 176. В английском языке слово «гламур» отмечено с 1720 года как шотландский вариант слова «грэммар» – грамматика. Первоначально оно имело значение, связанное с ученостью, преимущественно оккультного характера, с колдовскими чарами. Лишь в XIX веке это слово стало указывать не только на колдовство, но и на женскую привлекательность. То же самое произошло и с русскими словами. Очаровательные от слова «чары», обворожительные от слова «выражить» и обаяние от глагола «баять». 177. Вероятность умереть в день рождения почти на 14% выше, чем в любой другой день. 178. Последний ветеран Первой мировой Флоренс Грин умерла в феврале 2012 года. Когда ее спросили, каково это прожить 110 лет, она ответила: «Да почти так же, как 109». 179. Существует психологический феномен под названием «нога в двери». Он демонстрирует закономерность между выполнением человеком незначительной просьбы, а затем вынужденным исполнением других более обременительных требований. Попросите кого-нибудь придержать вам дверь, и после этого он с большей вероятностью одолжит вам денег. Но есть и противоположный феномен под названием «дверь в лицо». Люди склонны идти на уступку и соглашаться с малопривлекательным предложением, если оно предлагается им сразу после их отказа от более обременительной просьбы. Вам с большей вероятностью одолжат денег, если сначала вы попросите, например, одолжить автомобиль. 180. Чтобы получить звезду на Аллее Славы, нужно сначала заплатить $30 тысяч. Например, Джулия Робертс, Клинт Иствуд, Дензел Вашингтон и Аль Пачино платить отказались, и звезд на Аллее Славы у них нет. 181. Журналист-москвовед Лев Колодный писал, что только 4-е поколение людей, живущих в Москве постоянно, можно считать коренными москвичами. А таких в Москве всего 2%. 182. Азбука Брайля является основным методом чтения для слепых и слабовидящих, но ее знает совсем небольшое количество этих людей. Так, например, в Великобритании азбуку Брайля знают всего 5% слепых. 183. Валерий Леонтьев в одном советском фильме должен был играть Иисуса Христа, но для проекта не нашли финансирования. 184. Парадокс дружбы – феномен, состоящий в том, что у большинства людей друзей меньше, чем у их среднего друга. Он верен даже для социальных сетей. 185. Выборы в США всегда проходят по вторникам. Вторник сделали единым днем голосования еще в 1845 году. Это было обусловлено тем, что у фермеров суббота была рабочим днем, а воскресенье – день посещения церкви. Понедельник давался фермерам, чтобы добраться до города. Во вторник – голосование. А в среду фермерам нужно было успеть вернуться к себе. Среда – день, когда фермеры ездили на базар. 186.
В 1969 году физика Роберта Р. Уилсона вызвали на слушание в Объединенный комитет Конгресса по атомной энергии. Обсуждался вопрос, нужно ли вкладывать десятки миллионов долларов в национальную ускорительную лабораторию Fermilab. Сенатор попросил Уилсона объяснить, как данный объект поможет укреплению национальной безопасности. Уилсон ответил, ускоритель имеет отношение только к уважению, с которым мы относимся друг к другу, к достоинству людей, нашему почитанию культуры. Я имею в виду все, что мы действительно ценим в нашей стране и на чем основывается наш патриотизм. Ускоритель не имеет отношения непосредственно к защите нашей страны, но имеет отношение к тому, ради чего ее стоит защищать. 187. Джордж Клуни называет своей любимой книгой «Войну и мир», Дэниел Рэдклифф «Мастер и Маргарита», Джим Керри «Преступление и наказание», Дэвид Швиммер «Идиота», а Орландо Блум «Братьев Карамазовых». 188. Эффект леди Макбет – психологический феномен, заключающийся во взаимодействии ментальной и физической чистоты в человеческой психике. Человек, испытывающий чувство стыда, хочет вымыться, чтобы смыть грехи. Эффект назван в честь персонажа Шекспира леди Макбет, которой после совершения убийства мерещится пятна крови на руках, и она восклицает «Прочь, проклятое пятно!». 189. Брокколи, кальраби, цветная капуста, листовая капуста и брюссельская капуста – это все одно растение, которое за много лет научились выращивать разными способами. 190. В 1642 году Рембрандт написал картину «Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильяма ван Рёйтенберга». Вскоре после написания картина была размещена в здании стрелкового общества, затем провисела в различных залах почти 200 лет и была обнаружена искусствоведами только в XIX веке при пробуждении нового интереса к Рембрандту. Поскольку казалось, что фигуры выступают на темном фоне, ее назвали «Ночной дозор», и под этим названием она и вошла в сокровищницу мирового искусства. И только при реставрации в 1947 году обнаружилось, что в зале общества картина успела покрыться слоем копоти. После расчистки выяснилось, что сцена, представленная Рембрандтом, на самом деле происходит днем. 191. В 1916 году ирландские республиканцы планировали воспользоваться участием Великобритании в Первой мировой войне и провозгласить независимую Ирландскую республику, покончив с британским правлением на острове. Боевые действия происходили в Центральном парке Дублина. Каждый день мятежники и правительственные войска устраивали прекращение огня, чтобы смотритель парка имел возможность покормить уток. Восстание продлилось всего 6 дней и закончилось поражением ирландцев. 192. В Японии считается, что тип крови влияет на темперамент. О типе крови спрашивают на свидании как, например, о хобби или знаке зодиака. В некоторых компаниях, впрочем, не самых успешных и популярных, тип крови могут спросить даже в собеседовании на работу. 193. Все горы на Титане, спутники Сатурна, названы в честь вершин из «Властелина колец». 194. Пот гиппопотама красного цвета, его часто путают с кровью. 195. Брюс Ли был чемпионом Гонконга по ча-ча-ча, Джордж Буш-младший участвовал в команде поддержки в колледже, Агата Кристи занималась серфингом, Оззи Осборн работал в морге и на бойне, а Дэнни Девито профессиональный парикмахер. 196. Пауки могут оставаться под водой живыми до 4 часов. 197. Укус бразильского бродячего паука приводит к эрекции, длящейся несколько часов. 198. В Великобритании пауков в 500 тысяч раз больше, чем людей. 199. Когда в 1911 году Мону Лизу украли из Лувра, среди подозреваемых был Пабло Пикассо. 200. Мать Шарлиз Терон убила ее отца у нее на глазах, когда ей было 15.
201. Шона Коннери однажды оштрафовали в Англии за превышение скорости. Полицейского, выписавшего ему штраф, звали Джеймс Бонд. 202. Некоторые городские птицы умеют выкладывать свои гнезда сигаретными окурками. Никотин – мощный инсектицид, отпугивающий клещей, вшей и блох. 203. Дилемма дикобразов – метафора в психологии, которая описывает противоречия, возникающие в межличностных отношениях. Придумал ее Артур Шопенгауэр. Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день, тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотою, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Так потребность в обществе, проистекающая из пустоты и монотонности личной внутренней жизни, толкает людей друг к другу. Но их многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки заставляют их расходиться. 204. Когда Адольф Гитлер был у власти, «Майн Кампф» бесплатно выдавали каждой новобрачной паре в Германии. 205. Американский социолог Пол Фассел в книге о социальном статусе в Америке пишет: чем агрессивнее телесный контакт в том виде спорта, состязание в котором вы любите и смотрите, тем ниже ваш социальный класс. 206. Если в Сингапуре сбить на машине собаку и не помочь ей, за это можно сесть в тюрьму. А если сбить кошку, ничего страшного, это даже не преступление. 207. До изобретения стоматологического кресла зубной врач зажимал голову пациента у себя между колен. 208. Среднестатистическая женщина на протяжении жизни меняет прическу 150 раз. 209. Американский телеведущий Конан О'Брайен подписан в Твиттере, ныне X, на одного человека Сару Киллин. Сара – обычная фанатка Конана, которую он случайным образом выбрал среди миллионов других. Когда он на нее подписался, у нее было всего 3 подписчика. Сейчас их 354 тысячи. 210. В XVIII веке в Петербурге была необычная нумерация домов. Участки улиц, проходящих в разных районах города, нумеровались заново, начиная с первого номера. То есть на одной улице могло быть несколько домов с одним и тем же номером. Позже по приказу Павла I нумерацию поменяли и пронумеровали все дома в городе подряд от первого до последнего. Так у некоторых домов появились 4-значные номера. 211. Когда Сид Мейер делал первую компьютерную игру в серии «Цивилизация», он не стал работать над многопользовательским режимом. Мейер считал, что если у человека есть друзья, то он не будет играть в компьютерные онлайн-игры. 212. Официальный магазин Lego предоставляет услугу «Соберем Lego за вас», которая стоит 10% от стоимости набора. 213. Разработчик бункера Саддама Хусейна, внук женщины, которая проектировала бункер Гитлера. 214. Шакиру однажды выгнали из школьного хора, объяснив это тем, что ее пение похоже на блеяние овцы. 215. В 2009 году профессор из Университета Монреаля попытался провести исследование о влиянии порнографии на молодых мужчин. Исследование провести не получилось, потому что профессор не смог найти молодых мужчин, которые бы ни разу не смотрели порно. 216. В конце XIX века у служителя маяка в Новой Зеландии была кошка по кличке Тибблс. В одно время Тибблс ловила и приносила хозяину птиц, которые оказались представителями редкого вида Стивен-Айлендовский крапивник. Вид действительно редкий, считается, что Тибблс уничтожила его полностью. 217. Писатель Шалом Алейхим так классифицировал дураков: есть зимние дураки, когда человек входит, снимает шапку, шарф, шубу, галоши, и только тогда видно, что он дурак. И есть летние дураки, это когда человек входит, и сразу все видно. 218. Стивен Жерар в начале XIX века был самым богатым человеком США. Во время англо-американской войны
1812 года спас страну от банкротства, оплатив из своих денег 95% всего военного займа. В завещании оставил все состояние сиротам. 219. 3 человека однажды попытались продать секретный ингредиент Кока-Колы в компанию Pepsi. Pepsi сдала их в ФБР. 220. Во время эпидемии чумы в Италии в VII веке одним из первых симптомов начала заболевания было частое чихание. В связи с этим тогдашний папа римский Григорий I велел желать чихающим здоровья. 221. В 2007 году вышел биографический фильм о Бобби Дилане «Меня там нет», где его играют Кристиан Бейл, Ричард Гир, Хит Леджер и Кейт Бланшетт. 222. Одним из псевдонимов Боба Дилана, точнее Роберта Циммермана, потому что Боб Дилан тоже псевдоним, было имя Сергей Петров. 223. Хантер Томпсон посвятил Бобу Дилану «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». 224. Некоторые знали Шона Бина, до его роли Неда Старка, и даже до Баромира он играл за главного героя в телесериале «Приключения королевского стрелка Шарпа». Первая его серия вышла в 1993, а последняя в 2008, всего за 3 года до «Игры престолов». 225. Древние славяне, как и другие язычники, приносили скот в жертву богам. Позже жертвенное животное заменили фигурой с теста-караваем, вторая буква «О», который мы знаем как каравай. Впрочем, есть версия, что каравай он только потому, что в некоторых диалектах слово «корова» означало невесту. 226. Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан в 1978 году написал, снял и смонтировал 5-часовой художественный фильм «Риналдо и Клара». Фильм не понравился ни зрителям, ни критикам, и только спустя годы его перестали воспринимать как провал. 227. В США запрещена проституция, но не запрещена порнография, и вот почему. За секс платить нельзя, а вот за работу актера и за секс как часть актерской игры платить можно. 228. Чтобы хоккейную команду Вашингтон Кэпиталс взяли в НХЛ, бизнесмен Эйб Полин пообещал построить команде свой стадион. Но получить разрешение на строительство здания выше Капитолия в Вашингтоне не получилось, поэтому стадион Вашингтон Кэпиталс находится в штате Мэриленд. 229. Актриса Патриция Нил во время съемок «Источника» в 1949 году влюбилась в Гэри Купера, который был старше ее на 25 лет и вообще женат. О их романе прознали журналисты, Нил подверглась критике, дочь Купера плюнула в нее на публике, и Нил рассталась с Купером и сделала аборт. Позже она вышла замуж за писателя Роальда Даля и родила ему 5 детей, но их старшая дочь умерла от энцефалита, а сын чуть не погиб под колесами автомобиля. Нил, будучи беременной младшей дочерью, впала в кому, а выйдя из нее, оказалась парализована. Через 3 года поправилась, вернулась в кино и даже получила номинацию на Оскар. 230. Фармацевтические компании тратят на маркетинг в 19 раз больше денег, чем на научные исследования. 231. Офицер СС, арестовавший семью Анны Франк, позже купил ее книгу, чтобы узнать, написано ли там что-нибудь о нем. Там не написано. 232. В 2011 году Нил Армстронг сказал журналисту Esquire: «Астронавты не умирают по субботам. По крайней мере, я не знаю ни одного случая». Он умер через год в субботу. 233. В 2012 году группа туристов путешествовала по Исландии и остановилась на заправке, чтобы перекусить и сходить в туалет. Одна женщина за это время успела переодеться. Когда все вернулись в автобус, кому-то показалось, что одного не хватает. Не хватало той самой переодевшейся женщины, которую описали как невысокую азиатку в темной куртке. 50 человек отправились на поиски, а азиатка вместе со всеми искала сама себя. 234.
В 1963 году у Фрэнка Синатры похитили сына и требовали за него выкуп $240 тысяч. Инструкции по передаче денег сообщали по телефону-автомату, но разговор оборвался, потому что у Синатры закончились 10-центовые монетки, которые он бросал в таксофон. Сына спасли, похитителей позже посадили, но Синатра с тех пор всегда носил с собой 10-центовые монеты. Его даже похоронили с мелочью в кармане. 235. Есть такая версия появления капоэйры. Рабы, застигнутые врасплох хозяином во время драки, говорили, что они не дерутся, а танцуют. 236. В исламе можно развестись, просто 3 раза при свидетелях, сказав жене талак: «Я развожусь». 237. Однажды репортер спросил президента США Линдона Джонсона, почему американцы ведут войну во Вьетнаме. Джонсон расстегнул ширинку, достал член и сказал: «Вот почему». 238. Леонид Куравлев проходил пробы в 17 мгновений весны на роль Гитлера. 239. Джоан Роулинг недавно выпустила рассказ «Волшебный конгресс США». Действие в нем разворачивается в Вашингтоне в 1777 году. Вашингтон был основан только в 1790. 240. В нью-йоркском метро расположены 2 крупнейших пересадочных узла в мире: Таймс-сквер, 42-я улица, 10 платформ, 17 путей и 5 линий метро, и Фултон-стрит, 6 платформ, 8 путей и 4 линии метро. 241. Кнопки «Звездочка» и «Решетка» появились на телефонах в 1968 году просто так, вдруг пригодятся. Первое применение им было предложено только через 12 лет. 242. В 2012 в Австралии запретили к показу на телевидении одну из серий «Свинки Пеппы», потому что в ней утверждается, что пауков не надо бояться. 243. Александр Грэм Белл, когда изобрел телефон, сказал: «Не думаю, что преувеличу возможности этого изобретения, если поделюсь с вами моей твердой уверенностью, что настанет день, когда в каждом крупном городе Америки будет установлено по телефону». 244. В 2011 году в Грозный за $1,5 миллиона приехала актриса Хилари Суонг, известна по фильму «Малышка на миллион», и спела там «Happy Birthday, Mr. President». На родине на нее за это ополчились, и она отдала гонорар на благотворительные цели. 245. В «Реквиеме по мечте» есть сцена, в которой героиня Дженнифер Коннелли кричит под водой в ванне. Режиссер Даррен Аронофски увидел эту сцену в японском мультике «Истинная грусть», чтобы использовать ее в своем фильме, полностью выкупил права на мультик. 246. В 1966 году американская почта отказалась от услуг железных дорог для доставки писем и посылок и перешла на грузовики и самолеты. Это вызвало кризис у железнодорожников. Железные дороги перестали приносить прибыль. 247. Водитель грузовика Билл Морган пережил клиническую смерть, был мертв 14 минут. Вскоре после этого он выиграл в лотерею. Местные телевизионщики взяли у него интервью, и во время интервью он выиграл в еще одну лотерею. 248. В 1998 году в Великобритании изменили количество таблеток парацетамола в упаковке, теперь их стало 16 вместо 100. Это снизило количество отравлений парацетамолом на 43%. 249. Самый большой живой организм в мире – это грибница темного опенка в Орегоне. Она разрасталась под землей на протяжении 2500 лет, уничтожая попадающиеся на пути корни деревьев. Сейчас ее размеры сопоставимы с 2 миллионами футбольных полей. 250. В 2011 году 75-летняя грузинка Хаистан Шакарян копалась в саду и случайно перерезала какой-то провод. Тем самым она на 12 часов лишила всю соседнюю Армению интернета.
251. В 1966 году американские психологи Мервин Лернер и Кэролайн Симмонс провели эксперимент. 72 студентки наблюдали за тем, как их сокурсница решает тест. За каждый неправильный ответ девушка получала удар током. Студентки, естественно, сочувствовали ей, но лишь сначала. Ближе к концу теста сочувствие сменилось обвинениями. Студентки были уверены, что если бы испытуемая готовилась получше, она могла бы избежать ударов. Лернер и Симмонс объяснили такую реакцию верой людей в справедливость мира. Мы подсознательно верим, что происходящее с человеком – результат его поступков. За хорошие дела мир награждает нас, за плохие карает. 252. Джонни Депп коллекционирует кукол, картины с клоунами и вещи Джека Керуака, у него есть чемодан, куртка и плащ писателя. Анджелина Джоли собирает холодное оружие, а Том Хэнкс – печатные машинки. Киану Ривз, Шерон Стоун и Квентин Тарантино увлекаются настольными играми, а Вин Дизель и Мила Кунис – компьютерными. А Николас Кейдж такой фанат Супермена, что назвал сына Кал-Эл. 253. Рефлексиомания – болезнь, страдающая от которой люди часто смотрятся в зеркало, иначе начинают сомневаться в своем существовании. 254. Одна испанская актриса завещала свое тело кинематографу и действительно сыграла скелет в гробу в хороший, плохой, злой. А вот больной раком театральный актер из Англии, который попросил, чтобы после его смерти его череп взяли на роль черепа Йорика, так и не дождался исполнения своего желания. Никто не захотел отделять его голову от тела. 255. Есть не только амбидекстры, но и амбисинистры – люди, которые одинаково плохо владеют обеими своими руками. 256. В 2007 американцы спасли заложников на северокорейском корабле, захваченном сомалийскими пиратами. Это чуть ли не единственная история об американцах, в освещении которой северокорейские СМИ не использовали антиамериканскую пропаганду. 257. Владелец компании Segway погиб в 2010 году, упав с Segway. 258. В России в год выносится не более 0,2% оправдательных приговоров. 259. Берлинская стена не делила Берлин пополам. Она была по периметру всего западного Берлина. 260. У группы KISS 20 альбомов и 21 сборник Greatest Hits. 261. Уильям Райли однажды наблюдал за курицей и обратил внимание на то, как ловко она балансирует свой вес при ходьбе. Секрет оказался в строении куриной лапки, дающей птице 3 точки опоры. На основе этих наблюдений Райли создал специальный супинатор для кроссовок и назвал эти кроссовки New Balance. Одним из первых рекламных символов компании как раз была курица в кроссовках. 262. Джаред Лето, Хоакин Феникс, Анджелина Джоли, Джонни Депп, Мэрил Стрип, Хавьер Бардем и Джесси Айзенберг не смотрят фильмы, в которых снимаются. 263. Сергей Есенин делил женщин на две категории – Жанна Дарк и Ярославна. Говорил, что обе нужны нам одинаково, и как первые прекрасны со своим знаменем, так и вторые со своими слезами. 264. На первых российских железных дорогах вагоны третьего класса находились в голове состава. Вагоны были оснащены жесткими скамьями, но на них обычно никто не сидел, а сидели под ними. Дело в том, что в этих вагонах не было крыши, искры от паровозной трубы летели прямо в пассажиров. 265. В 1942 году Константин Пяц был заключен в Казанскую тюремную психиатрическую больницу за стойкую уверенность пациента в том, что он бывший президент Эстонии. Пяц действительно был президентом Эстонии. 266. Группа компании Alibaba, в которую входит всем известный AliExpress, построила для размещения нескольких десятков тысяч своих сотрудников огромный комплекс в городе Ханчжоу. Там есть магазины, кафе,
фитнес-залы и спортивные площадки. 267. В сыром мясе нет крови, она почти вся вытекает в процессе забоя животного, а остаток удаляется при первичной обработке туши. Красный сок, который вытекает из мяса средней прожарки, это вода и белок миоглобин, который и придает мясу красный цвет. 268. Из сценария головоломки в последний момент удалили еще одного персонажа четверть солнышка, которую дети обычно изображают в углу своих рисунков. 269. Пистолет парабеллум называется так из-за латинского выражения «si vis pacem», «parabellum», что означает «хочешь мира, готовься к войне». 270. Снежные барсы почти не проявляют агрессию против людей. В СССР, например, было зафиксировано всего 2 нападения. В первом случае зверь был болен бешенством. Во втором старый и беззубый барс прыгнул со скалы на человека и не нанес ему ранений. 271. В одном канадском университете студентам раздавали бесплатные презервативы с запиской о плюсах безопасного секса. Записка была прицеплена к презервативу булавкой. 272. Президент США Трумэн, уйдя в отставку в 1953-м, взял свою жену Бесси, посадил ее на пассажирское сиденье автомобиля, сам сел за руль и поехал домой в штат Миссури. 273. Еще про американских президентов. Авраам Линкольн, заполняя анкету для работы в Конгрессе, в графе образования написал «недостаточное». 274. А вот в Ливане президента выбирали целых 2 года, с 2014 года по 2016 год. 275. Гремучие змеи эволюционируют и скоро могут избавиться от своей гремучести, чтобы стать незаметнее. 276. У Эминема был друг Дишон Дюпри Холтон по прозвищу «Доказательство». Холтон тоже был рэпером, у него был трек со словами «Я в этом клубе, чтобы тебя побытлить, тебе остается только меня пристрелить». Однажды он пришел в клуб бытлиться, и его пристрелили. 277. Канада входит в британское содружество, главой которого, то есть в общем и Канады, является британская королева или, как сейчас, король. Об этом знают только около 24% канадцев. 278. У большинства кошек непереносимость лактозы. 279. Совместный просмотр и обсуждение фильмов, использование эмодзи в переписке, а также споры и жалобы помогают сохранить отношения. 280. Сценарий американского пирога, который его автор Адам Херц отправлял студийным боссам, назывался пока не имеющее названия молодежная комедия, которую можно снять меньше чем за $10 миллионов и которая многих прочитавших вероятно возмутит, но вам, я уверен, она понравится. 281. А еще в американском пироге в эпизоде снялась группа Blink-182, но в титрах неправильно указали их состав, написав старого барабанщика. Новому барабанщику, снявшемуся в фильме, наверное, было обидно. 282. YouTube задумывался как сайт знакомств, на котором пользователи выкладывали бы не только свои фотографии, но и видео о себе. 283. Индийские цензоры не допустили спасти рядового Райана к прокату в своей стране из-за большого количества сцен насилия и попросили Спилберга эти самые сцены из фильма вырезать. Спилберг сказал, что вырезать ничего не будет, и пусть лучше фильм в Индии вообще не показывают. Эта история получила огласку в СМИ, фильм посмотрел индийский премьер-министр, оказался потрясен увиденным и сам принял решение выпустить в Индии оригинальную жестокую версию. 284. Нидерландский производитель велосипедов Venmove столкнулся с проблемой доставки. Велосипеды в больших картонных коробках часто оказывались поврежденными в результате падений и ударов. Компания пробовала менять службы доставки, но это не помогало. Тогда на большой картонной коробке нарисовали телевизор, при этом там все так же было написано,
что внутри велосипед. Количество повреждений при доставке упало на 70–80%. 285. Большинство японцев носят хирургические маски на улице не чтобы не заразиться, а чтобы самим никого не заразить. И еще про японцев – бонус. Заснуть на работе для них похвально, потому что начальник воспринимает это как показатель изнурительного труда. 286. Драмоним – термин, обозначающий рисунки, которые разные люди воспринимают по-своему. Пожалуй, самый известный драмоним – это удав, проглотивший слона, он же шляпа, из «Маленького принца». 287. Почти все динозавры из парка юрского периода не юрского периода, а мелового. 288. Ребенка, ставшего жертвой насилия, легко запугать. Поэтому в Лос-Анджелесе существует ассоциация байкеров против насилия над детьми Bikers Against Child Abuse. Когда в Бако получают вызов, 20 байкеров садятся на мотоциклы и едут в зал суда, где ребенок должен давать показания против взрослого. Прибыв на место, они выдают ребенку жилет своего братства и объясняют, что теперь он находится под их защитой. Это творит чудеса, дети действительно перестают бояться своих насильников. 289. Слово «ерунда» происходит от герундия, трудной для понимания грамматической формы в иностранных языках. 290. Слонам больно, когда на них катаются. И когда на них покатались, им потом еще долго больно, потому что эти катания наносят большой вред их позвоночнику. 291. Есть культурологическая теория, утверждающая, что когда в США власть получают республиканцы, становятся популярны фильмы про зомби, а когда демократы – фильмы про вампиров. 292. Стивен Тайлер, лидер группы Aerosmith, однажды услышал по радио их старую песню, но из-за проблем с наркотиками даже не смог вспомнить, что это он ее поет. Песня ему так понравилась, что он предложил Aerosmith записать на нее кавер. 293. Кайф – это удовольствие по-арабски. 294. В 1980 году советский любительский микрокомпьютер Микро-80 был завершен, и Московский институт электроники и математики продвигал его производство. Компьютер показали заместителю министра радиопромышленности СССР Горшкову, однако тот заявил: «Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть». 295. У Дольфа Лундгрена есть степень магистра в области химического машиностроения. Он отказался от карьеры ученого, чтобы работать телохранителем у Грейс Джонс. 296. В начале 1960-х пилот американского самолета-разведчика, пролетавшего над Кубой, заметил внизу футбольное поле. Это показалось ему странным, ведь кубинцы не любят футбол, они любят бейсбол. Футбол любят русские. Так начался Карибский кризис. 297. На следующий день после убийства Мартина Лютера Кинга, школьная учительница Джейн Эллиот из Айовы провела в своем классе смелый эксперимент. Она разделила учеников на две группы голубоглазых и кореглазых. И сказала, что голубоглазые в общем умнее и лучше. Голубоглазые дети сразу стали обижать и унижать кореглазых. Интересно, что при этом их успеваемость улучшилась, а успеваемость кореглазых стала хуже. Когда же учительница чуть позже сказала, что она все перепутала, и на самом деле кореглазые лучше и умнее голубоглазых, успеваемость изменилась соответствующим образом. Но эксперимент провалился, кореглазые, ощутив на себе дискриминацию, не пожалели голубоглазых, а тоже унижали и обижали их. 298. Слово «конфетти» есть и в единственном числе «конфета». 299. Физик Джон Уиллер однажды рассказывал студентам о новой теории, так называемых коллапсоидов. Из зала послышался выкрик: «Вы что, хотите сказать, в космосе есть такие черные дыры, в которые все проваливается?»
Это название Уиллеру понравилось, он его популяризировал, и мы теперь знаем коллапсоиды как черные дыры. 300. Когда Ницше умер, его сестра отредактировала его работы таким образом, чтобы в них не было ничего, противоречащего идеям нацизма. Нацисты об этом не знали и считали Ницше великим проповедником нацизма. 301. В 30-е годы Ленинградский дом торговли, ЛДТ, переименовали в Дом Ленинградской торговли, ДЛТ, чтобы не было нежелательных ассоциаций со Львом Давидовичем Троцким. 302. Эйнштейн однажды сказал, что его величайшая идея после теории относительности – это кинуть яйцо, вариться вместе с супом, чтобы не брать для него отдельную кастрюлю. 303. Ринорея – это симптом, который вы, скорее всего, называете сопли. 304. У молодого Оскара Уайльда была пьеса о жизни русских нигилистов. Главных героев звали так: царь Иван, принц Петрович, Алексей Иванасьевич, полковник Котенкин, профессор Марфа. 305. Актер Энтони Перкинс, сыгравший маньяка-психа, в 60 лет попал в больницу с параличом лицевого нерва. Пока он спал, кто-то из сотрудников больницы взял его кровь на анализ, понял, что у Перкинса СПИД, и продал эту информацию журналистам. Перкинс узнал о своем СПИДе из газеты следующим утром. 306. Сказать «солнце село» можно уже тогда, когда его нижний край только касается горизонта. Потому что когда мы это видим, мы видим не само солнце, а его искривленный свет. 307. Каждая четвертая семья, в которой живет собака, пишет кличку своего питомца в поздравительных открытках. При этом неизвестно ни одного случая, когда собака бы участвовала в написании поздравления. 308. В когнитивной психологии существует такое понятие, как эффект телескопа. Это когда какие-то воспоминания кажутся вам ближе, чем в действительности кажется, что еще вчера мне было 16, а уже 45. Есть и эффект обратного телескопа, кажется, с той тусовки прошло так много времени, а всего неделя. 309. Мэтт Дэймон часто в своих интервью призывал всех голосовать за Обаму, но когда тот стал президентом, посчитал, что он не справляется со своими обязанностями. Обама парировал ему на одной из пресс-конференций: «Я подвел своих ключевых избирателей кинозвезд. На днях Мэтт Дэймон, люблю этого парня, сказал, что разочарован в моих выступлениях. Знаешь, Мэтт, недавно посмотрел твой новый фильм «Меняющая реальность», уж кто бы говорил». 310. Россия – одна из стран с наиболее высоким процентом женщин на руководящих должностях. У нас этот процент равен примерно 40. В США и Великобритании около 20%, а в Германии и Дании 14%. 311. Ядра, которыми стреляли из пушек военных судов в XVIII веке, не взрывались, они просто пробивали корпус корабля, отчего во все стороны летели огромные щепки. Поэтому именно щепки можно считать главной причиной смерти в морских сражениях тех лет. 312. Шопен сыграл всего 30 концертов за всю свою жизнь. 313. Закон США позволяет человеку, вступающему в должность президента, произносить текст присяги без какой-либо священной книги. Но всего 2 президента за всю историю делали это без Библии: Джон Куинси Адамс и Теодор Рузвельт. Большинство остальных использовали личную Библию Джорджа Вашингтона или Библии своих родственников. Барак Обама стал первым за 150 лет, кто использовал Библию Линкольна. 314. В испанском языке слово «эспосес» означает и жены, и наручники. 315. Вероятность погибнуть от падения астероида в 2 раза выше вероятности погибнуть от попадания молнии. 316. Среднее число читателей любой опубликованной научной статьи 0,6 человека. 317. Жорж Сименон написал несколько автобиографий о разных этапах своей жизни. У него есть книга «Интимные дневники»,
где он рассказывает о самоубийстве своей дочери и о его версии событий, приведших к ее гибели. При этом Сименон говорил, что не любит автобиографий. «Я никогда не читал в них фразы вроде «решая эту проблему», я сел в лужу». 318. Человек по имени Рональд Макдональд в 1956 году открыл ресторан и назвал его в свою честь. Макдоналдс хотел его засудить, но настоящий Рональд суд выиграл. 319. 20 июля 2012 вооруженный 24-летний Джеймс Холмс ворвался на сеанс фильма «Темный рыцарь». Возрождение легенды в штате Колорадо, убил 12 человек и ранил еще 58. Это событие вызвало много споров в США. Некоторые обвиняли в действиях Холмса жестокие фильмы. Холмс выглядел как Джокер, но большинство возможность покупки в Колорадо полуавтоматического оружия. Представители Национальной стрелковой ассоциации ответили на это: а почему никто из зрителей не отстреливался? Если бы у кого-то из них было при себе оружие, то и жертв было бы меньше. Продажи оружия в штате после этого инцидента только возросли. 320. Когда вы быстро переводите глаза с одного предмета на другой, мозг не успевает за зрением, и вы позже воспринимаете увиденное. Поэтому, например, когда вы смотрите на часы, секундная стрелка первый раз движется дольше, чем секунду. 321. Отец и старший брат писателя Ивленова тоже были писателями. Когда брат Алекс заканчивал престижную частную школу, он опубликовал роман, в котором была линия гомосексуальных отношений между учеником и учителем. Из школы его за это выгнали, а Ивлена туда даже не взяли, вдруг тоже что напишет. Ивлена тогда отправили в менее престижное, но более религиозное заведение, и из чувства обиды он позже написал несколько романов, высмеивающих британскую аристократию. 322. Слова английского языка science, наука, и shit, дерьмо, происходят от одного и того же слова с hate, означающего разделять. 323. Принцы Гарри и Уильям однажды попросили британский канал Channel 4 не выпускать в эфир документальный фильм о их матери, принцессе Диане, потому что в этом фильме были кадры ее смерти. Канал не только отказал принцам, но и после демонстрации фильма устроил ток-шоу, в котором несколько представителей канала доказывали, что поступили правильно. 324. Мышцы, которые отвечают за захлопывание крокодилей пасти, отличаются от тех, которые отвечают за ее открытие. Первые обладают той же ударной силой, с какой о землю ударяется падающий с обрыва грузовик. Вторые настолько слабы, что если крокодилу замотать пасть скотчем, он ее не откроет. 325. Билл Мюррей согласился на участие в фильме «Гарфилд», потому что думал, что сценарий написал Джоэл Коэн, один из братьев Коэн. Это был другой Джоэл Коэн. 326. Владельцы iPhone отправляют свои интимные фотографии в личной переписке в 2 раза чаще, чем владельцы смартфонов с Android. 327. Тони Айоми, когда ему было 17, потерял кончики 2 пальцев в результате несчастного случая. Чтобы продолжить играть на гитаре, он сделал себе что-то вроде наперстков, подобрал специальные струны, изобрел собственную методику для извлечения некоторых аккордов и научился играть мизинцем. Это привело к уникальному звучанию Black Sabbath, где играл Айоми, благодаря которому, можно сказать, появился хэви-метал. 328. В России на лекарства для одного человека в доме престарелых из бюджета выделяется 51 рубль в месяц. Такая ситуация была несколько лет назад. Как мы понимаем, в настоящий момент положение улучшилось. 329. ЦРУ появилась в результате атаки на Пёрл-Харбор. До этого в США было несколько служб разведки, но руководство страны пришло к выводу, что именно из-за несогласованности их действий не удалось предотвратить атаку японцев. 330. В XIX веке в США было популярно движение против шахмат. Их запрещали и ученые, увлечение шахматами иссушает мозг,
И моралисты, шахматы оказывают гипнотическое влияние на хрупкие умы и вызывают почти наркотическое привыкание. Считалось, что лучше уж танцевать, петь или гулять по лесу, чем играть в шахматы. 331. Акулы появились на Земле раньше, чем деревья. Деревьям примерно 350 миллионов лет, а акулам около 400. 332. В университете Корнуэлла было проведено исследование о чаевых, продемонстрировавшее, что сумма, оставленная на чай, не зависит от качества обслуживания. Вероятность того, что официант получит хорошие чаевые за хорошую работу, всего на 1% выше, чем хорошие чаевые за плохую работу. 333. Джейсон Далтон, водитель Uber из маленького города Каламазу в штате Мичиган, одним февральским вечером захватил из дома оружие и поехал стрелять в прохожих, в перерывах между этим подвозя клиентов. У Далтона никогда не было проблем с законом или со здоровьем, и он утверждает, что убивать его заставило приложение Uber. Иконка стала красной и транслировала ему в голову приказы, которым он не мог сопротивляться. 6 трупов. 334. В правительстве Нью-Джерси хотели сделать Born to Run Спрингстина официальной песней штата, пока не послушали текст и не поняли, что это песня о том, как человеку хочется уехать из Нью-Джерси. 335. Крис Бейти в литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней, рассказывает о главном инструменте, который должен быть у писателя, чтобы тот написал книгу. Этот инструмент есть у каждого и только и ждет, чтобы его пустили в ход. Это самый мощный катализатор, когда-либо придуманный для сферы искусства и коммерции. Посредством его могущества были созданы едва ли не все прекрасные и полезные вещи, с которыми вы знакомы. Этот инструмент занимает мало места, дешев и не выходит из строя. Итак, чтобы написать книгу, нужен дедлайн. 336. В США в годы Вьетнамской войны решение о порядке призыва на военную службу принималось на основе общенациональной лотереи, которая транслировалась по телевидению и радио. 337. У Мика Джаггера есть двухлетний правнук Эзра, а в 2017 родился еще один ребенок. То есть у Эзры родился двоюродный дедушка. 338. Явка на референдум в Чили по судьбе президента Пиночета, оставлять или нет, была 95%. 339. Новый стадион команды «Викинги» в США вышел дороже, чем проект нового спутника НАСА. Впрочем, «Зенит-арена» еще дороже. 340. Сканер штрих-кода читает не черные полоски, а белые. 341. Шон Бин, который играл Боромира и Неда Старка, часто получает письма от фанатов Роуэна Аткинсона. Фанаты думают, что пишут мистеру Бину. 342. Чехов говорил: «Водка, хоть и белая, но красит нос и чернит репутацию». 343. В 80-е уровень преступности в нью-йоркском метро был катастрофическим. Директор подземки Дэвид Ганн объявил войну граффити. Скептики сравнили его действия с попыткой убрать помет с «Титаника». Несмотря на это, преступлений в метро действительно стало гораздо меньше. Строгий запрет рисовать граффити на вагонах метро привел к представлению, что метро – это место, где царит порядок. 344. Четверть объема лесных орехов всего мира уходит на производство нутеллы. 345. Создателем бикини считается парижский модельер Луи Риар, усовершенствовавший модель купального костюма «Атом». Впервые бикини были продемонстрированы на публике 5 июля 1946 года, а названы по атоллу Бикини, на котором 4 днями ранее США провели ядерные испытания. Рекламный слоган бикини звучал так: «Бикини, разделенный атом». 346. Медведей на картине «Утро в сосновом лесу» написал не Шишкин, а Савицкий. 347. Винни-Пуха в первом переводе Захадера звали Мишка Плюх. А вообще, в книжках у Винни-Пуха есть
так сказать, официальное имя и фамилия Эдуард Биар. 348. Если просить человека перед тестом указать гендерную принадлежность, это может серьезно повлиять на результат работы. Например, если попросить девушку указать пол перед решением задания по математике, она гарантированно выполнит его хуже. Из-за стереотипа, что женщины плохие математики. Но если перед тестом рассказать о великих женщинах-математиках, то средние результаты будут выше. 349. Шпиль на крыше Empire State Building изначально был построен для швартовки дирижаблей. 350. В 1986 году телезрители что, где, когда выключали телевизоры на несколько секунд, чтобы проголосовать за понравившуюся команду. То есть сначала телевизор выключали болельщики одной команды, потом другой, а специальный прибор измерял частоту питающей сети. 351. Королева — единственный человек в Великобритании, имеющий право ездить на автомобиле без водительского удостоверения. 352. В пустыне Гоби живут монголы-дарбеты, верования которых представляют собой смесь христианства и шаманизма. Они верят, например, что динозавры вымерли, потому что показались Ною слишком тяжелыми для ковчега, и он их не взял. 353. НАСА заставляет астронавтов учить русский. Можно сделать вывод, что большинство тех, кто был в космосе, знали русский язык. 354. Энтони Хопкинс встречался с телеведущей Мартой Стюарт, но она бросила его, посмотрев «Молчание ягнят», потому что не могла перестать ассоциировать его с Ганнибалом Лектером. 355. Произведение «Москва-петушки» Ерофеева впервые было официально опубликовано в журнале «Трезвость и культура». 356. Фредерик Броша из университета Бордо провел эксперимент. 54 участникам, винным экспертам, дали попробовать вино и попросили сказать, где красное, а где белое. На самом же деле там было одно и то же белое вино, но в половине случаев покрашенное в красный. Во второй части эксперимента перед участниками поставили бутылку дорогого вина и вино в картонной коробке и попросили сказать, какое им больше нравится. И в бутылке, и в коробке, впрочем, было одно и то же вино. Говорят, что никто из участников эксперимента так и не смог отличить белое вино от красного и понять, что дорогое и дешевое – это одно и то же вино. Это неправда. Сам Броша позже утверждал, что один вроде как справился. 357. Есть популярная статистика, утверждающая, что сейчас на Земле живет больше человек, чем умерло за всю историю человечества. Это неправда. За всю историю умерло около 107 миллиардов людей. 358. 20% поддерживающих Трампа уверены, что не надо было освобождать рабов. 16% утверждают, что белые высшая раса. Еще 14% затрудняются ответить. 359. В 1904 году газета The New York Times брала интервью у производителя воздушных шаров, и он сказал, в очень-очень отдаленном будущем может и появятся летающие машины, но не сейчас. Он не знал, что братья Райт совершили свои первые полеты еще в 1903, за год до его интервью. Первое упоминание о Райтах появилось в газете The New York Times только в 1906. 360. В начале 1960-х годов 76% американских женщин были готовы выйти замуж не по любви. В начале 80-х годов в этом признались только 9%. Что же произошло за 2 десятилетия, что стало причиной таких изменений? Наверное, главным фактором можно назвать стремление женщин к равенству. Все больше женщин поступали в университеты, получали хорошую работу и приобретали экономическую независимость. И теперь они искали не просто супруга, а родственную душу. 361. Влада Таневский, журналист криминальной хроники из Македонии и серийный убийца. Его смогли поймать, потому что в статьях о совершенных им самим убийствах он давал информацию, о которой не знал никто,
кроме полиции. 362. Американский социолог Герберт Саймон писал, что люди делятся на максимайзеров и сатисфайеров. Тех, кому нужно только лучшее, и тех, кого вполне устроит достаточно хорошее. При этом можно быть одновременно и максимайзером, и сатисфайером, но в разных вопросах. Когда вы хотите попробовать лучшие бургеры в городе и читаете для этого кучу статей на тему, вы максимайзер. Когда вы заезжаете на заправку потому, что она рядом и вроде неплохая, вы сатисфайер. 363. Несколько настоящих имен американских актеров. Так, Натали Портман на самом деле Натали Херцшлаг, Бен Кингсли Кришна Пханджи, Майкл Кейн Морис Майклуайт взял псевдоним в честь любимого фильма. Самое удивительное, что это не гражданин Кейн, а «Восстание Кейна», Хелен Миррен Елена Васильевна Миронова, а Майкл Китон Майкл Дуглас. 364. Больше 25% японцев в возрасте до 39 лет никогда не занимались сексом. Вообще в Японии очень мало людей заинтересованы в сексе и отношениях, из-за этого страна находится на 222 месте из 224 по показателю рождаемости. Японское правительство финансирует вечеринки для одиноких. 365. Чат-бот Google считает, что смысл жизни в том, чтобы жить вечно. 366. У 29-го президента США Уоррена Гардина было две любовницы. С одной он начал встречаться, еще когда был сенатором, ей тогда было 16. Они занимались сексом в Белом доме, она родила ему дочку, которую он никогда не видел, и написала книгу о их отношениях, посвятив ее всем матерям-одиночкам. Вторая любовница была женой друга Гардинга. Гардинг писал ей письма, в которых называл свой пенис Джерри, а ее вагину мисс Паттерсон. Гардинг был президентом всего 2 года и умер при невыясненных обстоятельствах. Есть версия, что его отравила жена. 367. Жесткие диски настолько чувствительны к вибрации, что если на них покричать, это может ухудшить их работу. 368. Когда Клинту Иствуду был 21 год, он выжил в авиакатастрофе. Самолет, в котором он находился, упал в море, и Иствуд проплыл около 3 километров до берега. 369. В XIX веке посетителям Стоунхенджа выдавали зубило, чтобы они могли при желании отколоть себе кусочек на память. 370. Люди генетически больше похожи на кошек, чем на собак. 371. Панграмма – короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита. Панграммы нужны для проверки того или иного шрифта. Панграммы на русском языке. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю, в чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр. Эй, жлоб, где туз? Прячь юных съемщиц в шкаф. 372. Белый стих называют белым из-за ошибки в переводе, причем даже не на русский, а с английского на французский. В английском это blank verse, то есть пустой, не заполненный без рифм. Французы blank восприняли как бланк, белый, а русские этот вариант позаимствовали. 373. Джек Уайт из White Stripes однажды придумал гитарный риф и очень хотел, чтобы его взяли в саундтрек к очередному фильму про Бонда. Его не взяли, Джек расстроился и записал на этот риф песню Seven Nation Army. 374. Агата Кристи назвала Эркюля Пуаро Эркюлем в честь Геркулеса. Геркулес – римский аналог древнегреческого героя Геракла, сын Юпитера и смертной женщины Алкмены. В классической мифологии Геракл славится своей силой и многочисленными приключениями. 375. 15 июля 1974 года Кристин Чибак вела собственное ток-шоу на американском телевидении. На 8-й минуте в эфире случилась накладка по техническим причинам, не смогли показать сюжет о стрельбе в ресторане. Кристин сказала, для поддержания политики канала, подразумевающей демонстрацию крови и кишок, сейчас вы будете первыми, кто
кто увидит самоубийство в прямом эфире. И застрелилась. 376. Еще одна невеселая история о телевидении. 10 сентября 2001 года Джордж Карлин снял стендап с названием «Мне нравится, когда гибнет много народу». Его впервые выпустили только в 2016-м, спустя 15 лет после съемки. 377. История о том, что у эскимосов есть куча слов для определения снега, миф. У них есть 3 разных корня для обозначения падающего снега, упавшего снега и снега на земле. Чем отличаются последние 2, не знаю. Но и эти 3 диалектизмы. 378. Робин Райт и Леонардо Ди Каприо играли в Санта-Барбаре. 379. For Your Consideration Campaign – это рекламные кампании, которые крупные голливудские студии устраивают специально для членов жюри Оскара и Золотого Глобуса. Платят популярным журналам о кино за заголовки вроде «В этот раз Ди Каприо точно должен получить статуэтку». Присылают членам жюри фильмы на iPad'ах и говорят, что iPad можно оставить себе. В жюри Золотого Глобуса входит вроде 87 человек, для них всех устраивают званый вечер. Дензел Вашингтон однажды рассказал об этом вечере, прямо со сцены, тяжело ли было получить эту награду. Но продюсер попросил меня прийти на тусовку, где будут все члены жюри, поболтать с ними, с каждым сфоткаться, и говорит, «Золотой глобус у меня в кармане». Он оказался прав. 380. В середине 30-х годов прошлого века мэр Нью-Йорка Фьорио Лагуардия столкнулся с нравственной проблемой. В Нью-Йорк приезжал высокопоставленный немецкий дипломат, а жители города из-за принятых, только что в Германии нюрнбергских расовых законов угрожали ему расправой. Мэр хотел продемонстрировать свое отношение к нацизму, при этом обеспечив гостю безопасность. В итоге дипломату была предоставлена серьезная охрана, но все его телохранители были евреями. 381. Гёте говорил, «Никто на самом деле не знает, сколько времени и усилий нужно, чтобы по-настоящему научиться читать. Мне для этого понадобилось 80 лет, но и теперь я не могу сказать, насколько преуспел в этом». 382. Набоков написал «Лолиту» по-английски, а потом сам перевел на русский. В переводе описание одежды Blue Jeans and Sneakers превратилось в синие ковбойские панталоны и полотняные тапочки. 383. Донатас Банионис рассказывал, после того, как вышел «Солярис», мою работу в этой картине хвалили все, и враги, и друзья. В скорости пришло письмо из Куйбышевской области, в котором одна женщина писала мне так: «Дорогой Банионис, мы вас очень любим, но больше в такой халтуре, как «Солярис», никогда не снимайтесь». 384. В 1866 году Лихтенштейн отправил 80 человек воевать в Италию. Из похода вернулся 81 солдат, включая итальянца, которого взяли за компанию. 385. Дэнни Девито работал в морге парикмахером для трупов. 386. Пицца Маргарита названа так в честь жены короля Италии Умберто I, а 3 главных компонента – базилик, моцарелла и помидоры – символизируют цвета флага Италии. 387. Самый кассовый фильм всех времен «Унесенные ветром». Он собрал $390 миллионов в 1939 году. Сейчас, учитывая инфляцию, это примерно 3,4 миллиарда. 388. Поп-группа I Am The World Trade Center, «Я Всемирный торговый центр», выпустила дебютный альбом в июле 2001 года. 11-я песня на нем называлась «September». 389. Леонардо да Винчи писал о себе герцогу миланскому Людовику Моро, знаком с механикой, архитектурой, баллистикой, химией, астрономией, математикой, артиллерией, искусством вести оборону и осаду крепостей, пиротехникой, строительством мостов, тоннелей, каналов, а также могу рисовать и воять наравне с кем угодно. Кажется, это лучшее резюме.
390. За лето 2016 года доля сборов отечественных фильмов в кинотеатрах России составила 2%. 391. Паралимпийские игры значит параллельные Олимпийским. 392. В середине 80-х годов Великобритания предоставила Сирии 6 истребителей. Пока их доставляли к месту назначения, сделали остановку в Греции и доверили охрану местным солдатам. Один из этих солдат от скуки решил потянуться на радаре, выполненном в форме иглы на носу истребителя. Радар на такие нагрузки был не рассчитан и загнулся на 90 градусов. Тогда солдат изогнул радары и на остальных истребителях, чтобы все подумали, что так и должно быть. Стоимость одного такого радара – $20 миллионов. 393. Дороти Бранд в книге «Проснись и живи» предлагает несколько простых упражнений, помогающих вырваться из привычной среды и начать мыслить более изобретательно. Например, проведите 1 час среди коллег молча, только отвечая на прямые вопросы. На полчаса в день задумывайтесь об одном единственном предмете. Поставьте перед собой 12 случайных задач, пройти 20 километров, работать всю ночь, зайти поесть в то странное кафе, где никогда не был, и выполните их в кратчайшие сроки. 394. Электрическая мощность нашего мозга 12 Вт. Это меньше, чем в лампочке на задней стенке холодильника. 395. В Америке есть популярная серия детских книг «Спокойной ночи». Луна там кролик желает спокойной ночи всему, что видит. Так вот, автор, Маргарет Вайс Браун, в 1952 году завещала все доходы с книг своему соседу 9-летнему, тогда Альберту Кларку. Альберт вырос, 12 раз попал под арест, зачал 2 детей с бомжихой, которую случайно встретил на улице, и растранжирил большую часть полученных миллионов. 396. Автор книги «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт ушла от мужа, потому что поняла, что влюблена в больную раком подругу. 397. Святая Вероника, женщина, которая подала Иисусу, шедшему на Голгофу, ткань, чтобы он вытер пот с лица, покровительница фотографов, потому что на ее ткани остался лик Иисуса. 398. У Вальтера Скотта однажды спросили, почему он не пишет о современниках. Он ответил, что о его современниках можно все рассказать в одной строчке: имя, дата рождения и дата смерти. 399. В 1908 году сборная России опоздала на Олимпиаду в Лондоне на 12 дней, потому что жила по юлианскому календарю, а Англия по григорианскому. 400. Фотография семьи на рабочем столе может заставить тебя работать усерднее, но зато дома ты будешь чаще раздражаться. 401. Выражение «песок сыпется» появилось еще в 17 веке. Пожилые мужчины, желавшие выглядеть более мужественно, подкладывали в свои обтягивающие лосины мешочек с песком. Но, например, во время танца мешочек мог порваться, а песок сыпаться. 402. В первой телефонной книге был список владельцев телефонов, но не было их номеров. 403. Желтые и красные карточки для футбольных судей в середине 1960-х годов придумал председатель судейской комиссии ФИФА Кен Астон, когда остановился на светофоре. До этого случалось, что иностранный, владеющий лишь родным языком, судья выносил предупреждение, а оштрафованный игрок узнавал о нем только из газет. 404. Когда чихаешь или кашляешь, капельки слюны и соплей оседают на поверхностях на несколько метров вокруг и могут быть опасны даже для людей, которые пока не находятся в одном помещении с вами, но скоро туда зайдут. Поэтому, кстати, прикрываться в такие моменты лучше не ладонью, а локтем. 405. Только 5% людей во всем мире хоть раз летали на самолете. 406. Гражданский брак – это брак, зарегистрированный в ЗАГСе. 407. Дастин Хоффман рассказывает,
Как поставить под сомнение ценность искусства? Предположим, горит Лувр. В объятом пламенем зале две вещи – Мона Лиза и случайно забравшаяся сюда уличная кошка. А у вас есть время только на то, чтобы спасти что-то одно. Что вы выберете? 408. «Война и мир» Толстого должна была называться «Все хорошо, что хорошо кончается». 409. Собака не знает, что такое ошибка. Если ты ночью споткнулся о пса, он подумает, что ты нарочно, даже если ты случайно. 410. Если нужно зайти на сайт с обязательной регистрацией, а тратить на нее время не хочется, помни, что почти на каждом сайте есть юзер-логин с паролем password. 411. В России идти под гору означает вниз, а на Украине и в Белоруссии наверх. 412. Если ты захочешь досчитать до миллиарда и будешь считать раз в секунду, тебе понадобится примерно 32 года. 413. Роберт Родригес заработал деньги на свои первые фильмы, короткометражку «Больной на голову» и «Полный метр марьячи», вызвавшись добровольцем для опытов новых лекарств. В первый раз на нем тестировали препарат для ускорения заживления ран на теле, поэтому порезали ему руки, шрамы остались до сих пор. Во второй раз он месяц принимал лекарства для снижения уровня холестерина. За этот месяц он написал сценарий «Эль Марьячи» и познакомился с Питером Марквартом, который потом сыграл в фильме главного злодея. 414. В начале 20 века картографические компании поняли, что не могут защитить свои авторские права, так как содержание одной карты не отличается от другой. Тогда некоторые стали помещать на карты так называемые бумажные, несуществующие города. В 1937 году компания General Drafting выпустила карту с бумажным городом Агла. А десятки лет спустя на карте компании Rent MC на том же самом месте тоже появился Агла. Но засудить никого не получилось, выяснилось, что Агла действительно существует. Люди так часто приезжали в это место, надеясь на ночлег или заправку, что кто-то в итоге решил построить там настоящий город. 415. Фазиль Искандер сидел в жюри КВН. 416. Когда Мадонна посмотрела «Бешеных псов», она написала Тарантино: «Это про любовь, не про член». 417. Несколько лет назад был популярен клип «My Valentine» Пола Маккартни, где Джонни Депп и Натали Портман разговаривали на языке глухонемых. Так вот, они там оба ошибались и вместо жеста, означающего появление, показывали тампон. 418. Карл II, король Англии и Шотландии, в конце 17 века решил пополнить казну за счет новомодного напитка чая. Он поднял пошлину на чай с 8 пенсов до 2 шиллингов, и фунт самого дешевого чая стал стоить 7 шиллингов, что равнялось среднему недельному заработку. В результате чай начали ввозить из Нидерландов контрабандой, и бодяжить подмешивали добавки, продавали уже использованный высушенный чай. Зеленый чай поделать было проще, чем черный, соответственно, плохого зеленого чая было гораздо больше. Некоторые считают, что именно поэтому черный чай и сейчас популярнее зеленого. 419. Если смотреть на радугу с воздуха, то она покажется круглой. 420. Болотное растение, у которого на тонком стебле находится длинная коричневая шишка, это не камыш, а рогоз. 421. У МиГ-25 был бак со спиртовой смесью для охлаждения воздуха, которую летчики, естественно, использовали не по прямому назначению, а просто пили. Жены летчиков обратились к конструктору Микояну с просьбой о замене спирта чем-то другим. Он ответил: «Заменить, конечно, есть чем, но армянский коньяк нам обойдется дороже». 422. Чайные пакетики появились, чтобы покупатели могли пробовать чай и выбирать понравившийся. 423. В 1891-1892 годах голод охватил 17 губерний в России,
В магазинах было 14% от требуемого законом запаса хлеба. Америка предложила гуманитарную помощь России, что было озвучено дипломатическим представительством США в Санкт-Петербурге. В США был создан комитет по оказанию помощи российским голодающим, финансирование осуществлялось в первую очередь за счет американских граждан и частных организаций. В 1892 году Айвазовский написал 2 картины на эту тему «Раздача продовольствия и корабль помощи». Ничего удивительного, если вы о них даже не слышали, перепечатка этих картин в России не приветствовалась. 424. Академия наук изначально называлась Академия наук и художеств. 425. Самой высокой горой Австралии считалась гора Касцушка, но позже выяснилось, что гора Таунсенд чуть выше. Вместо того, чтобы переписывать школьные учебники, правительство просто поменяло название гор Таунсенд, стало Касцушка, а Касцушка Таунсенд. 426. У Николая Лукинского, который изображал негра в аншлаге, чернокожая внучка. 427. Полная форма женского имени Пегги Маргарет. 428. Больше, чем в 90% случаев, смена авторитарного режима в стране происходит через выборы, либо с ключевым влиянием выборов. 429. Сара Винчестер, вдова оружейного магната, считала, что ее преследуют призраки людей, убитых с помощью винтовки Винчестер. Чтобы призраки отстали, она построила для них коттедж с 40 спальнями. 430. Сценаристы студии Pixar придумали корпорацию монстров, Валли в поисках, Немо за время одного мозгового штурма. 431. Когда декабрист Лунин находился в заточении в Финляндии, его посетил генерал-губернатор Закревский и спросил, нет ли у него жалоб. Лунин сказал, что у него все хорошо, жаль только, что зонтика не хватает, и указал на протекающий потолок. 432. Бунин ненавидел литературные штампы, косые лучи заходящего солнца, мороз крепчал, воцарилась тишина. А особенно отмечал привычку некоторых писателей называть героя студент первого курса, что якобы давало ему некое жизненное правдоподобие и даже внешний вид. Студент первого курса Иванов вышел из ворот, студент первого курса Сидоров закурил папиросу до смерти, надоели все эти литературные студенты первого курса, говорил Бунин. 433. В Советском Союзе выпустили в прокат фильм «Гроздья гнева», потому что он изображал бедных людей, живущих в капиталистической стране. Но скоро фильм пришлось отозвать из кинотеатров. Советских зрителей поразило, что даже самые бедные американцы могут позволить себе автомобиль. 434. Некий Митчелл Хайсман покончил с собой, оставив предсмертную записку из почти 2000 страниц. Рассказывал о бессмысленности жизни. 435. Около 37% из числа самого бедного населения России – это молодые семьи с 2 детьми. 436. Журналист Reader's Digest обошел 50 стоматологов в 27 штатах, чтобы узнать, совпадут ли их диагнозы и предполагаемая стоимость лечения. Не совпал ни один диагноз, а лечение варьировалось от 0 до 30 тысяч долларов. 437. Киндер-сюрпризы запрещены для ввоза и продажи на территории США под угрозой штрафа до $2500 за яйцо. 438. Стенд для фотографий с отверстием для лица называется тантамореска. 439. На гербе Австралии изображены кенгуру и эму, потому что оба этих животных не умеют пятиться. Это символизирует вечное движение Австралии вперед. 440. Канаан Банана, первый президент Зимбабве, придумал закон, по которому можно было попасть в тюрьму за шутки о его имени. 441. Исследования в США показали причины, по которым потребители перестают делать покупки: неудовлетворенность качеством товара, конкуренция, переезд в другое место.
Но на первом месте с большим отрывом 68% отсутствие контактов с продавцом и его безразличие к потребителю. 442. С 1993 года по 2009 год полиция всей Европы искала серийного убийцу. Образец его ДНК фигурировал на месте совершения около 40 преступлений в Австрии, Франции и Германии. В 2009 году выяснилось, что убийцы не существует, а ошибочные результаты обусловлены использованием загрязненных ватных палочек, с помощью которых делались анализы. ДНК принадлежала упаковщице баварской фабрики, где производились ватные палочки. Она халатно относилась к стерильности. 443. Науке ничего не известно о том, что работа за компьютером приносит вред зрению. Если у вас болят глаза, когда вы долго смотрите на экран, просто чаще моргайте. Но есть и плохие новости. Полезный эффект от моркови, черники и даже гимнастики для глаз тоже, к сожалению, не подтвержден. 444. Продажи виниловых пластинок принесли музыкантам больше денег, чем все стриминговые сервисы вместе взятые. 445. В корейском языке всего около 250 фамилий, самые популярные Ким, Ли и Пак. И еще у них обычно фамилия ставится перед именем. Например, режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук для нас, скорее Чхан-ук Пак. 446. Часы, отсчитывающие время до прихода следующего поезда метро, предназначены не для пассажиров, а для машиниста, чтобы он знал интервал и понимал, стоит ли ему поспешить или наоборот. 447. Читать в темноте вредно только детям. 448. Люди генетически отличаются по подходу к проблемам. Это одна из самых мощных, но малоизученных идей современной психологии. То есть, например, когда кто-то теряется и не может справиться в ситуации, над которой бы вы даже не запаривались, не стоит его обвинять, он просто такой родился. 449. Мы не можем простудиться от того, что замерзли. Это миф. 450. Почему главного героя над пропастью во ржи зовут Холденом Колфилдом? Есть версия, что это Холтоне Коулфилд, что означает держаться на выжженных полях. 451. Сёрен Кierkegaard писал об отчаянии от безграничных возможностей. Все больше и больше вещей становятся возможными, ибо ни одна из них не становится реальностью. Когда вы мечетесь от одного занятия к другому, но ни одно не делаете достаточно хорошо, а в результате вообще все забрасываете это оно. 452. Любимый цвет большинства людей синий. 453. После оргазма в теле вырабатывается окситоцин, который создает в людях чувство доверия. Вот почему вы так часто делитесь секретами после секса. 454. В книге, по которой сняли Форреста Гампа, с Форрестом происходит много вещей, не попавших в кино. Например, НАСА готовит его для полета в космос, он становится наркоманом и 4 года не может избавиться от зависимости, он работает рестлером, шахматистом и каскадером. 455. В 2009 году «Газпром» заключил с Нигерией договор о создании совместного предприятия. Выбранное для него название, вполне естественное с точки зрения российской практики, вызвало недоумение у мировой общественности. Предприятие называлось «Нигас». 456. Зависимость, например, алкогольная или никотиновая, оружие человека против ощущения собственной беспомощности. Зависимый человек начинает лучше себя чувствовать не тогда, когда наконец-то выпивает или закуривает, а когда принимает решение выпить или закурить. Именно от принятия решения он испытывает чувство контроля над ситуацией, облегчения и удовольствия. 457. Нет никаких доказательств, что Мария Антуанетта когда-либо говорила «так пусть едят пирожные, если у них нет хлеба». Наоборот, известно, что она заботилась о бедных и выделяла крупные суммы из бюджета на еду для голодающих. 458. Песня Макарена про девушку Макарену,
которая изменяет любимому с двумя друзьями, пока он в армии. 459. Несколько десятков лет назад на некоторых станциях московского метро лежали книги-записи впечатлений, в которых можно было оставить свой отзыв о станции. В большинстве отзывов были благодарности товарищу Сталину. 460. В начале Второй мировой бразильцы говорили, что скорее змея закурит, аналог нашего рак на горе свистнет, чем их страна примет участие в Европейской войне. В итоге Бразилия стала единственной страной Латинской Америки, принявшей участие во Второй мировой, направив в Европу пехотный экспедиционный корпус. Символом корпуса, изображенным на форме, стала курящая змея. 461. Ежегодно на усах оседает около 163 тысяч пинт Гиннесса. 462. Писатель Джонатан Сафран Фойер, который автор полной иллюминации и жутко громко и запредельно близко, вел электронную переписку с Натали Портман, влюбился в нее и развелся из-за нее с женой. Портман с мужем ради Фойера разводиться не стала. 463. Фома Аквинский размышлял, что сильнее, убедительнее и созидательнее – королевская власть, опьянение, очарование женщины или сила истины. Он приходит к такому ответу: это явление разного рода, но только истина движет умом, тогда как остальное телом, с алкоголем и женщинами понятно, а королевская власть движет телом в том смысле, что никому не хочется, например, оказаться в тюрьме. А так как наши физические силы зависят от силы наших плотских желаний, а плотские желания зависят от умственных сил, можно прийти к выводу, что истина благороднее, сильнее и возвышеннее всего. 464. Притвориться раненым, чтобы ранить, убить или захватить врага – это военное преступление. 465. В 1948 году развитию Айдахо мешали бобры, не только грызли строящиеся дома, но и нападали на людей. Активисты местного общества по защите окружающей среды ловили животных и сбрасывали их в леса штата на парашютах. 466. Порядки, царившие у пиратов в 17-18 веке, были едва ли не самыми прогрессивными на планете. В Европе повсюду монархия, а у них важные решения принимались большинством голосов. Недееспособный член коллектива получал помощь из общих денег. Предводитель тоже выбирался большинством голосов, и часто им становился чернокожий. В США подобное будет невозможно еще больше века. 467. Португалия – единственная страна Европы, чьи границы не менялись с 1139 года, а еще там только в 2007 году легализовали аборты. 468. Когда в 1937 году в Англии вышел «Хоббит», его сразу начали переводить для читателей из других стран. Из Германии Толкину пришло письмо: «Предоставьте, пожалуйста, доказательства своего арийского происхождения, чтобы мы могли напечатать вашу книгу». 469. В одно время в Тауэре демонстрировали львов. Чтобы на них посмотреть, нужно было купить билет за 1,5 пенни. Либо принести кошку или собаку им на корм, и тогда можно без билета. 470. Вполне вероятно, что число зверя не 666, а 616. А 666 появилось только из-за неправильного перевода. 471. На картине «Американская готика» Гранта Вуда фермер изображен не с женой, а с дочерью. 472. Набоков в лекциях по русской литературе пишет: «Последнее озарение, последняя вспышка художественной правды в творчестве Гоголя, сожжение второго тома «Мертвых душ». 473. Австралия – единственная страна в мире, где эмигрантов из США больше, чем местных жителей, эмигрировавших в США. 474. В 1913 году Гитлер, Троцкий, Фрейд и Сталин жили в Вене и даже ходили в одну и ту же кофейню. 475. Персонаж Гоголя Ноздрев имеет ударение не на последнем слоге,
а на первом, и у Толстого аналогично у Ростова ударение тоже на первом слоге. По крайней мере, так эти фамилии произносили авторы. 476. Александр Блок был зятем Дмитрия Менделеева. 477. Гильберт Мецкий пишет о роскоши и великолепии Парижа XV века и подтверждает это тем, что в Париже тогда было около 80 тысяч нищих. Город был настолько богат, что в него стекались огромные толпы нищих. 478. В середине 30-х годов пятилетняя бурятская девочка Геля Маркизова прославилась на весь Советский Союз, вручив цветы лично Сталину. В целях пропаганды было изготовлено несколько миллионов скульптур вождя, держащего малышку на руках с подписью «Сталин и Геля». Когда в 1937 году отца Геля репрессировали, скульптуры убирать не стали, а просто поменяли имя Геля на Мамлакат, имея в виду 13-летнюю таджичку Мамлакат Нахангову, отличившуюся при сборе урожая хлопка и тоже встретившуюся со Сталиным. 479. Писатель Ромен Гари, прославившись и получив престижную Гонкуровскую премию, стал публиковаться под псевдонимом Эмиль Ажар. Многие критики ругали позднее творчество Гари и ставили ему в пример Эмиля Ажара. Эмиль Ажар, кстати, тоже получил Гонкуровскую премию. 480. Как надо бороться с наркоторговлей? Нобелевские лауреаты по экономике во главе с Томасом Шеллингом считают, что никак. Радикальное снижение цен на наркотики не приведет к взрывообразному росту числа потребителей, например, снижение цены на кокаин в 10 раз увеличит его потребление всего в 1,5 раза, но зато сильно подорвет экономику наркокартелей. Мировая война с наркоторговлей обходится в $100 миллиардов в год, но гораздо эффективнее было бы использовать эти деньги на финансирование программ по снижению вреда и лечению наркомании. 481. Персонажа Владимира Этуша в первом сценарии «Кавказской пленницы» звали не Саахов, а Ахохов. В Министерстве культуры нашелся работник Ахохов, который в последний момент потребовал заменить фамилию отрицательного героя. В фильме даже есть кадр с табличкой на двери кабинета Саахова, там видно, что его фамилия наклеена сверху. Смешно, что потом нашелся чиновник Сааков, тоже недовольный таким совпадением, но его возражение пресекла министр культуры Фурцева. У нас в Минкульте 180 Ивановых. И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым. 482. Есть только одно место в мире, где Пепси продается лучше, чем Coca-Cola Квебек, самая крупная провинция Канады. 483. Тейлор Свифт однажды устроила голосование в интернете, чтобы ее слушатели выбрали место, где она даст бесплатный концерт. Видимо, голосованием заинтересовались не только фанаты Свифт, потому что победила в результате школа для глухих детей. 484. Зрители гладиаторских боев приговаривали к смерти, поднимая большой палец вверх, он означал обнаженный меч. В живых оставляли, убирая палец в сжатый кулак, это меч в ножнах. Миф о том, что на смерть отправляли, показывая большим пальцем вниз, появился из-за картины XIX века художника Жана Леона Жерома. Жером ошибся в переводе латинского текста. 485. Google зарабатывает на рекламе около 20 миллиардов в год. Это больше, чем основные американские телеканалы вместе взятые. 486. Коровы из песни 33 коровы — это буквы. 487. Нацисты хотели казнить Ремарка на Западном фронте без перемен, но он уехал из страны. Тогда они отрубили голову его сестре, а другой его сестре выставили счет за услуги палача. 488. Есть версия, что кабаре Мулен Руж, в переводе «Красная мельница», называется так из-за следующей истории. Когда в 1814 году в Париж вошла русская армия, мельник Дебрей, защищая свою мельницу, убил русского офицера. В ответ военные четвертовали мельника и привязали его останки к крыльям мельницы. 489.
В Индии астрология официально признана наукой, и ее даже преподают в некоторых университетах. 490. Вопреки нашим представлениям о ковбоях, почерпнутым из фильмов, от трети до половины их составляли негры, а языком их общения чаще был испанский, чем английский. 491. Готовясь к съемкам фильма Андрей Рублев, актер Анатолий Солоницын молчал 4 месяца для того, чтобы во время съемок эпизода снятия «Обета молчания» голос звучал осипшим. 492. Согласно некоторым исследованиям, чем сочнее эпитеты в меню, тем вкуснее кажется нам еда. Таким образом, восприятие блюда во многом определяется его описанием. Люди предпочитают гарнир из прилагательных. 493. Писатель Р.Л. Стайн, автор знаменитых ужастиков, никогда не упоминал в своих книгах разводы, наркотики, домашнее насилие. У него не было цели заставить детей жить в страхе, и он всегда хотел, чтобы они понимали, что все его истории – это вымысел. 494. Вино называют сухим, потому что сахар в нем полностью сбродил досуха. 495. Когда известного американского преступника Джесси Джеймса застрелили, его мать купила несколько ружей и позже перепродала их гораздо дороже, как ружья Джесси Джеймса. 496. На съемках «Апокалипсиса» сегодня присутствовала местная армия и часто помогала съемочной группе, параллельно сражаясь с сепаратистами. 497. Есть теория, что все криминальное чтиво о преображении Джулса, которого играет Сэмюэл Л. Джексон. Смотрите, в начале фильма Джулс и Винсент бандиты, но Джулс решает уйти из профессии, выжив после перестрелки. Стреляли в них почти в упор, и то, что ни одна пуля не попала в цель, Джулс воспринял как знак свыше. Винсент же никакого знака в этом не увидел и впоследствии так глупо погиб. Интересно, что когда Джулс разворачивается и смотрит на стену с пулями, понятно, что одна из пуль, чтобы оказаться в стене, должна была пройти сквозь него. 498. В 1911 году администрация лондонского метрополитена наняла на работу инвалида с деревянным протезом вместо ноги. Единственное, что ему нужно было делать, ездить по эскалатору в часы наибольшего наплыва пассажиров. Эскалатор тогда только появился, пользоваться им боялись, а инвалид как раз демонстрировал его безопасность. 499. Неподалеку от Филиппин, прямо на лодках в море живет племя Баджалаут, единственные люди, у которых зафиксирована земная или сухопутная болезнь. Они настолько привыкли к постоянной качке, что на суше у них кружится голова и их тошнит. 500. Слово «идиот» появилось в Древней Греции и означало там человека, живущего в отрыве от общественной жизни и не интересующегося политикой. Вот такими у нас получились 500 малоизвестных фактов обо всем на свете. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал Книги, Истории, Факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас любым удобным способом.